Я никогда не видел Бурундука, Чипа и Дейла. Какой смысл быть американцем, если холодной войны больше нет? Они развратят нашу молодежь. Они главные в мире. Бродский топил за войну. Историю переписывают везде. Почему США так часто устраивает войны? Славянская демонология. Спешил на помощь кому-то сейчас. Перед тем, как начать смотреть, подпишитесь на наш телеграм-канал. Если YouTube продолжит блокировать, так нам будет чуть проще не терять связь. Вот адрес канала, в описании ссылка. Иван, вы один из главных специалистов по отношениям России и США. Вы в одной из своих книг писали: «Мы, русские и американцы, плохо представляем себе, насколько сильно переплелись наши пути, насколько близки Россия и Америка даже в том, что нас разделяет». Об этом, об отношениях России и Америки, и просто об Америке мы хотели бы с вами поговорить. Мы проводим с вами день, и я буду задавать десятки самых разных, самых случайных вопросов и о нас, и о них. Отлично. Мы в штате Мэн, это город Брансуик. А что это за место? Это кампус колледжа Боудин, 18 века существующий. Здесь учились и президенты американские, и много писателей. Готтерн и Лонгфеллоу здесь учились, однокурсниками были. То есть это вообще такая... Из тех, кто, может быть, нашим зрителям известен сразу, это основатель Subway, сети быстрого питания, основатель Netflix, и Эван Гершкович, американский журналист, которого только что обменяли обратно в Штаты. Да, Гершковича здесь поддерживали, и на сайте вот до момента его обмена прямо на первой странице висел лозунг «Фри Гершкович», то есть это... Я слышал, что это место считается одним из тех, где учатся дети американской элиты. Ну, как во всех старых колледжах Новой Англии, такие здесь вообще средоточие. Ну, вот штат Массачусетс вообще считается самым, это соседний, да, штат. Мэн когда-то был частью штата Массачусетс, вообще-то его разделили. Вот. Это место, где самое большое средоточие престижных, там, дорогих, ну и качественных высших учебных заведений. И, конечно, Боудин один из этих колледжей, один из целого ряда таких привлекательных и очень высококонкурентных колледжей. Нам рассказывали вначале о результатах приемной комиссии. Здесь было 30 тысяч заявлений и приняли 500 студентов. То есть это вот такой примерно конкурс. А давайте объясним тем, кто, может, не понимает систему высшего образования в Штатах. Эти 33 тысячи студентов, они не на бесплатный подавались. Каждый из них был готов платить. Или за него готов был платить кто-то еще? Нет, здесь сложнее, особенно в частных. Ну, Боудин частный колледж. Здесь так устроено. Подаются студенты, могут подаваться студенты независимо от своего финансового состояния. Отбор осуществляется не по финансовым возможностям, а по качеству заявки. Вот. А потом, когда уже отбор произведен, там, с некоторым запасом, кого бы колледж хотел у себя видеть, ну и абитуриенты подаются сразу в несколько университетов, начинается разговор о том, сколько человек может заплатить. Студенты подают декларацию, например, с доходами своих родителей. И предполагается, что если родитель может заплатить сумму, которую стоит здесь, я сейчас не скажу сколько, но довольно дорого. А те, кто не может заплатить, но качественные студенты, то есть их действительно отобрали, они могут получить компенсацию частичную, то есть им могут сделать скидку на стоимость обучения, вплоть до того, что кого-то берут вообще бесплатно, то есть за счет колледжа учат. Это плюс, конечно, у многих, ну, у тех, кому приходится платить, их все-таки большинство, вот, есть такая вещь, как студенческие займы, то есть это, ну, как не знаю, как ипотека, да, можно на всю жизнь забрать, да. Мне всегда было интересно, какого уровня должен быть студент, за которого университет готов оплатить все обучение? Взять с него 0. Вот, то есть, что это за студенты из России, Индии, Китая? Нет, это должен быть студент, который входит вообще, то есть это не самый лучший, это вот один из тех, ну, условно, 500 студентов, которых колледж готов взять. Да. Вот. А как бы готов заплатить не потому, что он лучше, а потому, что он из семьи, которая заплатить не может. Да. Они же потом... Но при этом знания еще важны. Но знания должны быть на уровне, то есть он не должен быть лучше
лучшим из этих 500. Он должен быть одним из них. И здесь же есть, вот в том же отчете было еще специальное внимание к тем студентам, у кого родители не получали высшего образования. То есть их считают, то есть какая доля поступивших из семей, в которых это первый человек, поступивший в колледж. Это приоритет? Это приоритет, да. И это могут рассматривать как раз вот не возможность оплатить, а возможность достаточно как бы подготовленный, там, умный абитуриент, которого можно взять. Кто-то скажет, не я, что это несправедливо, когда ребенок, у которого родители имеют высшее образование, он в непривилегированном положении. Что вы думаете про это? Здесь буквально на днях выступал Эрик Фонер. Это один из таких классиков американской исторической науки. Он занимается историей реконструкции, вот после гражданской войны реконструкции. Он как раз про это говорил. Он говорил о том, что вот сразу во время реконструкции были протесты, в том числе со стороны тогдашнего президента Эндрю Джонсона, против разных мер, направленных на то, что позже стали называть affirmative actions. Тогда такого слова не было. То есть законодательные меры, позволяющие отдавать предпочтение людям из непривилегированных слоев. То есть тогда речь шла прежде всего о черных, об афроамериканцах, но речь не только о них, а более широком круге, о людях, у которых родители, например, не имели высшего образования. И вот тогда впервые прозвучало, что это является несправедливостью, что это является уже дискриминацией людей, у которых родители уже имели образование или, значит, лучше в обществе как бы находятся на более высокой ступеньке. Вот Фонер как раз говорил, что это на самом деле логика приводит к закреплению неравенства, закреплению неравноправия, закреплению того, что люди, у которых нет изначально ресурсов, они остаются на этом низу. То есть поэтому вот для того, чтобы общество сделать более мобильным, для того, чтобы дать возможности людям изначально нересурсным поменять свою уготованную им по рождению судьбу, вот такого рода меры принимаются. Такая мера, что приоритет тот, у кого родителей нет высшего образования. Да, в каком смысле приоритет, у кого нет высшего образования, и это же касается и расовых меньшинств. То есть то, что, например, афроамериканцев берут, это тоже из этого же ряда. Потому что в обществе в целом афроамериканцы, они в целом меньше зарабатывают, хуже образованы. И для того, чтобы это выровнять, есть как бы споры, есть условно республиканцы, или там президент Трамп, бывший, и, может быть, будущий, они все с этим подходом спорят. Они говорят, что это дискриминация в другую сторону. Пока я готовился, я с удивлением узнал, что существовал план Даллеса наоборот. Уточнение, плана Даллеса не существовало. Да, это известный фейк. Это фейк, да. Но это фейк, которым пугали сначала Советский Союз, а потом Россию, и это остается в России, в российской пропаганде актуально до сих пор. Но существовала похожая штука для американцев про коммунизм. Да, был так называемый план коммунистической революции, который даже раньше появился, чем план Даллеса, и имел широкое хождение в Соединенных Штатах. Его несколько раз в Конгресс приносили, он даже там несколько раз подшит к делам Конгресса, потому что конгрессмены какие-нибудь получали от избирателей и несли, смотрите, что мы открыли. И он так зеркально симметричен плану Даллеса. Там другая стилистика, но... А суть в том, что все то плохое, что, кажется, происходит с Америкой, но особенно с точки зрения консерваторов, потому что очевидно, что он оттуда вышел, это было там представлено в этом тексте как заговор коммунистов, как влияние каких-то, Советского Союза, который за коммунистами стоит. То есть все, что... А что не нравится коммунистам? Распространение свободных нравов среди молодежи. Там буквально цитата была они развратят нашу молодежь. Там не совсем в такой форме, это скорее из плана Даллеса. План Даллеса более литературный, у него и источники такие литературоцентричные, а здесь прямо такими пунктами, что надо как бы сделать с Америкой, чтобы ее уничтожить. И запретить продажу оружия свободного. То есть там очевидно было, читая этот план, очевидно, что это то, чего консерваторы боятся, и что они приписывали коммунистам, хотя на самом деле это были их оппоненты внутри страны, условные либералы, демократы. Там в самом тексте была ссылка якобы на какую-то статью, которую потом Нью-Йорк Таймс специально проверял и обнаружил, что такой статьи не было. Статья как бы еще из 20-х годов. Пик, наверное, когда Конгресс рассматривал, когда Нью-Йорк Таймс статью опубликовал, это начало 70-х, 1970-е и чуть позже.
Но даже после того, как была статья, вот, разоблачающая фейк в этой «Нью-Йорк Таймс», она все равно еще продолжала гулять, потому что, ну, опять в очередной раз какой-нибудь очередной избиратель, не читавший, конечно, статью в свое время в «Нью-Йорк Таймс», приносил этот план своему конгрессмену, тот опять нес в Конгресс. То есть у них все это сразу шло через законодательную власть, через представительную власть, вот попытки разоблачения этих заговоров. Потому что это хорошо ложилось в целом на такую, с одной стороны, на конспирологическое мышление, которого много, ну и в России много, и среди американцев много людей, которые так, конспирологи. Хорошо ложилось на мировоззрение вот таких правых традиционалистов, которым кажется, что все плохое, что происходит, это кто-то, это внешнее влияние, это вот не у нас в стране родилось, а кто-то, наверное, вот злые коммунисты. То есть вот в этом смысле зеркально тому, что план Даллеса делал в России, что вот все плохое, все то, что со страной происходит, такого, что не нравится уже российским консерваторам или там еще советским, когда это только появилось, это наверняка ЦРУ придумало к нам. Ну вот так оно и работало. В проект российского бюджета на 25-27 год внесли статью об обеспечении сетевого суверенитета. А согласно федеральному проекту «Инфраструктура кибербезопасности», Роскомнадзору в ближайшие 5 лет будет выделено почти 60 миллиардов рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов. 60 миллиардов рублей. А очевидно, что YouTube не последняя мишень цензуры. Следующим может стать, например, мессенджер Discord, к которому у Роскомнадзора в сентябре уже были вопросы. Чтобы не ощущать последствий цензуры, оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами без ограничений, рекомендую попробовать VPN наружу. Благодаря уникальному алгоритму он открывает как зарубежные, так и российские сайты. И делает это быстро. Это значит, что его практически не нужно выключать. К одному аккаунту можно подключить до 10 устройств одновременно, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизор и даже роутер, чтобы пользоваться свободным интернетом, где бы вы ни находились. А если вы столкнулись с замедлением YouTube в России, VPN наружу вернет привычное качество и скорость загрузки, чтобы вы смотрели его как раньше, в 4К. Отдельно про безопасность. Продвинутый механизм защиты и шифрования трафика позволяет посещать любые ресурсы, не беспокоясь о сохранности ваших данных. Еще одно важное преимущество — заботливая команда поддержки. Если у вас возникнут вопросы или сложности, вам ответит не бот, а реальный человек, который поможет с настройкой на любом устройстве, даже если вы никогда раньше не пользовались VPN. Любые вопросы решаются индивидуально и быстро. Попробовать VPN наружу можно абсолютно бесплатно, в течение 7 дней, без каких-либо условий. Для активации нужен только ваш email. Ссылка в описании. Переходим, активируем и пользуемся интернетом без ограничений. Будет выделено в ближайшие 5 лет 60 миллиардов рублей на всякую хуйню. Что вы здесь делаете? Преподаю историю российско-американских отношений. В этом семестре, да, 1 семестр. Кому? Студентам Боудена, несколько человек набралось, не очень много, но, в общем, для маленького колледжа нормально. И, да, американские студенты разные. Вы на английском это делаете? На английском, да. Здесь все на английском. А в чем их мотивация? Почему вам это интересно? Это хороший вопрос. Я спрашивал их на первом занятии. Они отвечали по-разному. Ну, кому-то просто интересно, кому-то вот Россия. Кому-то кажется, что, ну, я надеюсь, что я оправдаю их ожидания. Кому-то кажется, что они смогут начать понимать, как устроены международные отношения в целом. То есть, понимаете, первый курс и второй курс, те, кто у меня сидит, у меня в основном первокурсники и пара человек со второго курса, они еще не обязаны выбирать свою карьеру в жизни, поэтому они идут туда, куда им интересно. Да, вот им показалось, что это интересно. Название курса у меня «Frenemist», что их так, вот здесь все курсы читаются с такими, с более-менее завлекательными названиями. Ну, «Frenemist» как «друзья-враги», вот примерно как «заклятые друзья». Да. Да, подожди, даже курсы можно придумать, как будто это газетный или журнальный заголовок, ну, да? Заголовок, да. То есть внутри, конечно, должен быть силабус, как обычное описание курса, но вот тут коллега, который преподает русский язык, кроме того, преподает курс под названием «Славянская демонология».
Вот. И там у него в общем, Перуна? интересно. Нет, у него про литературу больше, про 19-20 век. Но, в общем, тоже звучит... Хотя в целом такой курсы про Сталина можно вести, и про Ленина. Про Сталина вот в Боудене, насколько я знаю, не ведут курсы, а вот в Уэлсли, где я тоже работал, в Уэлсли как раз читаются курсы такие, и про Путина читается. Вот, курс, да. А кто читает курс про Путина? Про Путина Нина Тумаркин, профессор. Это та самая женщина, которая писала речи Рейгану. Да. Не речи, а не речь, тексты. она с ним, не текст она не писала, но она участвовала в беседах, когда Рейган готовился к поездке. Она ему как раз посоветовала сказать что-то про то, что американцы все-таки чтят и уважают память советских людей, погибших во Второй мировой войне. Потому что, в принципе, американцы не очень понимают, насколько это важно для россиян, для советских тогда еще людей. А она ему напомнила, что вот про это сказать обязательно надо. Он сказал. Вы рассказывали Ире Шихман это на интервью, про то, что американцы, она задала большой, вот там есть большой блок, и все могут посмотреть по ссылке в описании это интервью, что американцы действительно считают, что они выиграли войну, что в целом так, это они не проиграли, да. Но при этом они редко говорят о том, какое участие Советский Союз в этом принял. И вы сказали, что Рейгану посоветовали на встрече с Горбачевым об этом сказать. И это была... Это была Нина Тумаркин, да, она советовала. Вот. Он даже не на встрече с Горбачевым, а он в каком-то из своих публичных выступлений. Вот не могу сейчас точно сказать. В МГУ он, кажется, выступал где-то еще. Но вот он вставил в речь это упоминание, и оно действительно хорошо сработало. У меня была история, когда Обаму только что избрали президентом. И вы советовали его администрации приехать в Волгоград. Это действительно люди из администрации были? Это люди, которые тогда работали с Обамой, как раз советниками по России. Но они как-то... Вы сказали им приехать в Волгоград, выступить, и это было бы вот таким супер жестом. Да. Вот это как раз примерно тот совет, который Нина Тумаркин дала Рейгану. Я пытался конечно, не напрямую, но через кого-то довести до Обамы, но они как-то закрылись и сказали: нет, это сразу Волгоград, Сталинград, имя Сталина рядом с Обамой, не надо нам этого. Это же вот реально из-за того, что Сталинградом называлось... Ну, так мне ответили. То есть я понимаю, что там какие-то еще есть планы. Нет, не обязательно было меня слушать, но вот мой ответ, который я услышал, был такой. Допустим, Обама выступил бы в Волгограде и сказал бы слова о роли Советского Союза в победе над фашизмом. На что бы это повлияло? Путин же вот ездит постоянно в Волгоград, на Мамаев курган. То есть он, в общем, таким образом как бы напоминает о том, что вот он там хранитель этой священной памяти, и это важно. А у россиян, одна из главных претензий к Америке, если посмотреть, вот они не понимают, сколько у нас погибло людей, они не понимают, что вот наш вклад в победу такой. Это довольно часто, если поговорить вот с нашими соотечественниками, какие у них проблемы с Америкой, то вот это прям такая популярный ответ. И поэтому такого рода вот выступление, я думаю, было бы хорошо воспринято. Понятно, что мы говорим сейчас о ситуации, это какой 2008-2009 год, уже с тех пор много воды утекло. Но вот тогда мне казалось, что это могло бы переломить. Тогда только начался тренд, помните, вот эта речь 2007 года Путина и вот антиамериканизм. Хорошо воспринято, и что? На что бы это повлияло? В смысле, на что повлияло? Какая была бы от этого польза? Да? Я вот максимально рационально, в стиле Валерия Карпина, Александра Мостового. А дальше-то что? Дальше что? Да. Международные отношения — это не только то, что делают президенты, это не только то, что делают там дипломаты и министры, это еще и отношения между обществами. Потому что общественное представление общества о другой стране, оно, понятно, что в демократиях есть прямой способ повлиять, там, где люди избирают, и если есть какие-то стереотипы в отношении другой страны, если стереотипы негативные, то, например, поменять политику в лучшую сторону плохо. В России, страна не демократическая, но, тем не менее, какие-то общественные настроения тоже учитывают в политике. То есть мне представляется, что конфронтации, такого уровня конфронтации, как она возникла позже, можно было, скатывание тогда можно было избежать. Опять мы говорим сейчас контрфактически, мы понимаем, что там у Путина свои были какие-то планы, и все это потом пошло, знаем в какую сторону. Вот. Но в тот момент надежда такая была, надежда, что вот отношения улучшатся. И с другой стороны, если политик что-то сам произносит, то это становится частью его образа. То есть если вот Обама условно сказал бы, у него же была недооценка России. То есть у него прозвучало несколько раз держава второго порядка, что, наверное, обидело там кого-то в Москве. Вот. А как бы действительно недооценка, она тоже
ну, была как бы внесла свой вклад вот в общее скатывание туда, к новой холодной войне или к тому, что мы сейчас видим. Слова, которые говорит политик, они формируют образ. То есть Они если политик делает какой-то мудрый шаг, даже если он посоветован ему советниками, то он как будто себе присваивает эту мудрость. Да, вообще я считаю, что это вообще людей касается, ну, политиков, наверное, тут в первую очередь, когда политика, ну, и человека, наверное, делают какие-то действия, какие-то шаги, которые он предпринимает. То есть он может по разным причинам совершить какой-то шаг, но сделав его, он уже другой. Он уже другой. Ты можешь совершить какой-то поступок, я не знаю, героический поступок иногда совершается из трусости, но когда ты его совершил, ты уже герой, то есть ты сам про себя по-другому думаешь. Вот в этом смысле как бы накопление какого-то, ну, каких-то шагов, накопление для политиков слова — это тоже дела, и они, в общем, меняют самого человека, меняют его, то, что он дальше человек начинает защищать то, что он сделал, что он сказал, то есть он уже, это часть его. Поэтому я вот так примерно к этому отношусь. Поэтому я считаю, что важно и проговаривать, и напоминать всем, в том числе и про то, что мы не понимаем друг в друге, россияне и американцы. Правда ли, что ЦРУ издавал «Доктор Живаго»? ЦРУ имело отношение к некоторым культурным продвижению, с одной стороны, вот такой контркультурной, это даже не антисоветской, а той литературы, тех авторов, которых в России или не признавали, или плохо признавали. И да, насколько я помню, я специально не занимался этой темой, насколько я помню, там было какое-то участие. Но вообще надо сказать, что государственные органы Соединенных Штатов, и ЦРУ, и Пентагон, и Государственный департамент, и отдельно там военно-воздушные силы, они вкладывали очень много денег, например, в университеты для того, чтобы они изучали Советский Союз. То есть холодная война, она, в общем, предполагала, что противника надо знать, вероятного противника. И в этом смысле в Америке целая плеяда специалистов по русской литературе выросла в свое время на деньги, условно, деньги Пентагона. То есть, как это ни странно. Это не значит, что они делали то, что Пентагон хочет. Пентагон, в общем-то, не очень был доволен, или там ЦРУ. Потому что вкладывают деньги в то, чтобы им подсказали, как там воздействовать на этого вероятного противника, а люди просто защищают диссертации про Толстого там, или Чехова. То есть так это и работало. Но тем не менее деньги в этом направлении шли. Поэтому и доктор Живаго сюда же. Люди науки, которые изучали Толстого, Достоевского, они делали это на деньги Пентагона, но они при этом могли не входить в связь с теми, кто им давал деньги. Да, во-первых, конечно, не все, то есть нельзя сказать, что прям только такая существовала, но в самом начале Холодной войны, не в конце 40-х, наверное, уже в 50-е годы точно, когда появилось финансирование этих программ Area Studies, регионоведения, как его назвать, изучение Советского Союза, много денег университеты получили. Целые кафедры основывались, или центры по изучению Советского Союза, и профессорские позиции. Прямого, насколько я понимаю, опять не могу сказать, что я очень это тщательно, близко изучал, насколько я понимаю, прямые контакты могли быть, условно говоря, Пентагон иногда хотел посмотреть, куда деньги идут, и кого-то приглашал. Но вообще это вписывалось скорее в другую традицию американскую, то, что здесь вообще-то профессура и государственная служба, они постоянно, здесь такая ротация происходит, вращающиеся двери. То есть люди из университетов, профессора, попадают в какой-то момент на государственную службу, в Госдеп, я не знаю, даже, может быть, в ЦРУ, наверное, не оперативниками, а аналитиками какими-нибудь. Поработав там, возвращаются в университеты. Это довольно частое здесь явление. То есть если у нас в России это, в общем-то, совершенно закрытые друг от друга вещи, структура университета сами по себе, а государственная служба отдельно, сама по себе, то здесь это нормально. То есть это люди, которые изучают Россию как академики, как ученые, а потом идут на государственную службу и как-то применяют эти знания. И где-нибудь анализируют информацию про Советский Союз. Опять, реже это, конечно, профессора литературы, но чаще это могут быть профессора истории, например, уже могут быть. Тем более социологи, политологи, экономисты.
Здесь есть люди, которые улыбаются надо мной, хорошо. Когда я вижу белку так вблизи непуганную, снимаю и говорят, что здесь удивляться? Вас не удивляет тоже, да, вот это вот существо, которое охотится прямо сейчас? Здесь вообще природа, конечно, полно. То есть это нам непривычно, приехав из России, видеть, вообще и из Европы. В Европе природу давно приручили, съели там и загнали в клетки. А здесь Америка, одно из, кстати, моих первых представлений об Америке, первых удивлений от Америки было то, что насколько здесь много живой природы. То есть ты вот гуляешь по городу, и тут может выйти олень или может выйти... Ну, белки — это вообще вот просто часть пейзажа. Тут еноты ходят кролики везде. Бегают, еноты, да. Вот всех можно увидеть. Ага. У меня сейчас вот здесь я поселился, первое утро просыпаюсь, а у меня за окном там домик такой на первом этаже, открываю, такой туман стоит, и из тумана выходит стая диких индеек. То есть человек 10 штук, наверное, вот таких огромных индюшек, просто Пришел дикие. завтрак. Просто пришли, да. Ну, если я рассказал здесь, говорят, а ты не охотник? Я говорю, нет. Ну вот гуляют, да. То есть их тоже много. То есть вокруг этой дикой природы не доистребленной. Но очень есть и много. минусы, конечно, потому что видосы про медведя, который в гараж к тебе пришел, я тоже видел. Вот кота привезли, мне сразу все советуют, только не выпускай его на улицу. Он говорит, тут много хищников. Это, говорит, там где-нибудь в России он тебя на даче мог гулять, а тут здесь его будет. кто-нибудь съест. И птицы дикие, огромные, тут орлы летают эти хищные, и какие-нибудь койоты могут бегать, в общем, кто угодно. Так что это, это вот темная сторона. Ну, в некотором смысле такая прям метафора на Америку. То есть вроде бы полное разнообразие и растут все цветы, да, всюду жизнь, но при этом опасность и надо бдить. Хорошее замечание, да, может быть так. То есть все живое, но это живое может быть и опасным. Вы впервые приехали в Соединенные Штаты в 1990 году в университет Кента. Университет Кента — это то самое место, где за 20 лет до того полицейские расстреляли протестующих студентов. Национальная гвардия, да. Расскажите, что это было? Да, в 1970-м это был пик выступлений против Вьетнамской войны. Студенты были очень активно вовлечены в эти протесты. Это где-то началось с 68-го года и к 70-му достигло пика. И кампус этого Кент-Стейт, Кентского университета в штате Огайо, он был одним из, как и многие тогда кампусы, был центром, где студенты митинговали, выступали, тоже разбивали палаточный городок. Вот мы такое уже тоже видели относительно недавно. И губернатор штата, тогдашний штата Огайо, очень к этому нервно относился, к этим выступлениям, и в какой-то момент дал указание Национальной гвардии войти в кампус и, в общем, разогнать этих студентов. А уже что там произошло дальше, так, по-моему, расследование до конца и не описало, но уже командир этой отряда Национальной гвардии в какой-то момент дал команду стрелять. И они дали один залп по людям, которые... То есть в студенческом городке 4 человека погибло, еще там, по-моему, 9 было ранено, включая там кого-то, кто шел мимо на занятия, потому что кто-то митингует, а другие студенты учатся. То есть среди пострадавших были люди, которые даже не участвовали в этих протестах. И это была, наверное, самая такая кровавая часть в протестах против Вьетнамской войны в Соединенных Штатах. Да, это был Кентский университет. Когда я был в 90-м, я-то был еще совсем молодым, и мне казалось, что это какое-то очень давнее прошлое, хотя там было много профессоров, которые работали в 70-м и в 90-м. Это сейчас, оглядываясь назад, уже с тех пор прошло 34 года, да. То есть еще гораздо больше прошло, чем тогда между двумя 54 события, да. Да, 54 сейчас от события. То есть это было... И Кентский университет, он к сожалению, или как, он прославился в основном этим. Он не самый сильный, он гораздо по рейтингам ниже, чем те колледжи, где мы сейчас с вами находимся. Хотя он после этого получал какие-то там специальные транши, насколько я понимаю, от правительства. То есть, как говорили ревниво профессора других университетов того же уровня, говорили, Кент, конечно, он после этого, в общем, он на этом заработал, там кто-то цинично говорил. То есть получил потом дополнительное финансирование на строительство библиотеки, еще чего-то. Типа государство замаливало вино? Да. Это я не свои слова передаю, это мне в другом колледже, в другом университете такого же примерно уровня про Кента так говорили, когда я рассказывал, что я бывал в Кенте. Правильно ли считать, что американцы стали активно протестовать против войны далеко не сразу? Не сразу. На пятый год войны? Примерно в 68 году, да, это где-то 5-й год, после, в 64-м началась эскалация, то есть там советники и раньше были, но в 64-м Тонкинская резолюция, а где-то в 68-м году начались массовые протесты, волнения. Почему так не сразу? Во-первых, информации было не очень много, люди не очень было даже... Знаете, есть исследования, которые показывают, что война была даже
не то что популярной, но ее поддерживали, например, активисты движения за гражданские права. То есть там было, вот есть исследования, которые говорят, что война как бы высосала воздух из движения за гражданские права. Потому что черные активисты, армия была первой десегрегированной государственной структурой. То есть в ней уже со времен Трумана, то есть до движения за гражданские права, черные и белые были уравнены в правах. И армия была первой десегрегированной структурой. В 1964 году между вот актом о гражданских правах, о котором я говорил, и Тонкинской резолюцией, которая начала войну во Вьетнаме фактически, прошел 1 месяц. То есть это одновременные практически события. И многие афроамериканские активисты считали, что вот с участием в войне во Вьетнаме, в войне против коммунизма, они утверждают свое вот членство в этой большой американской нации. То есть если сверхзадача американской нации остановить коммунизм, то вот они активно участвуют в этом важном процессе, и они тоже часть американской нации. Это вот прямо такая была в середине 60-х распространенная точка зрения. И пока вот не началось какой-то откат, какое-то осознание того, что зачем мы туда вообще полезли, пошло это, была такая переломный момент, это такое наступление ТЭТ, или Вьетнамского Нового года, где-то в феврале 1968 года, когда северо-вьетнамцы совершили несколько таких вылазок прямо в Сайгоне. То есть Сайгон был глубоким тылом, и вдруг там вот партизаны что-то. Их довольно быстро там ликвидировали или вытеснили. Вот. Но события произошли на глазах у американских журналистов, которых на фронт не пускали, а там они были. Они много чего передали, фотографии, видео того, что происходит. А там происходило, и там сразу несколько таких вот мемов, как сейчас бы сказали, возникло из этого события. Например, когда южно-вьетнамский генерал, ему ведут какого-то лазутчика северо-вьетнамского, и он его тут же на улице расстрелял. То есть прямо вот приставил пистолет к голове и выстрелил. Рядом американский фотограф все это сфотографировал. То есть фотография, как вот убивает на улице, без суда, без чего-то. И американцы ужаснулись. Они впервые это все увидели. Вот, и возник вопрос, а что мы там делаем? Что там за дикие какие-то правила, что это за война такая? И плюс начались протесты против призыва, потому что, все больше, конечно, гробов стало. Это 5 лет, да, действительно, практически шло. Вот. Но вот все больше гробов, все больше протестов после призыва. И в это время тогда знаковые люди, такие как вот Кассиус Клей, который как раз Мохаммед Али. Да, Мохаммед Али тоже выступил против, сказал, что я не знаю, зачем мне там убивать этих вьетнамцев, ничего плохого они мне не сделали. Вот, его тут в тюрьму же даже присажали, то есть приговорили, он в Канаду уезжал. То есть это вот многие знаковые люди стали протестовать. И тогда началась волна уже протестов. Сажали ли протестующих против войны в Вьетнаме? Сажали, не на бешеные сроки, конечно, но во-первых, конечно, сажали протестующих на какие-то там недели, кто-то сидел по году, да, было такое. Больше года я не знаю, были ли. Вот, но было, да. Вы в своей книге рассказываете, что Бродский топил за войну. Бродский не был тогда американцем, он был в Советском Союзе. И топил за войну не совсем правильно. Мы знаем это из мемуаров редакторов, основателей издательства «Ардис». Это как раз американское издательство, издававшее русских писателей на русском языке здесь, в Америке. И они как-то приезжая в Советский Союз, встречались там с Бродским и разговаривали про войну во Вьетнаме. И здесь в Америке были уже протесты против вьетнамской войны. И сами-то эти издатели, как положено издателям, были таких левых взглядов, они скорее были против войны и за студентов. А Бродский их эпатировал тем, что сказал, что вообще студентов надо разогнать, им надо учиться, они ничего не понимают, лезут в политику. Вот. А на север Вьетнама можно было сбросить атомную бомбу. То есть он прям такое сказал. Потому что коммунисты... Потому что коммунисты, и потому что это... я не уверен, что Бродский на самом деле дать ему красную кнопку, он ее нажал. Это такая был эпатаж своего рода, я думаю. Но это на самом деле отражает одну из особенностей взглядов россиян, которые про Америку, которые приписывают Америке какие-то свои взгляды на Россию. То есть для Бродского Америка была главным гарантом свободного мира. То, что, собственно, американское государство, как оно хотело выглядеть. Американская страна, Соединенные Штаты как страна, как нация, они были гораздо сложнее. Но это официальный взгляд, что Соединенные Штаты защищают свободу от коммунизма во всем мире. Именно так воспринимали Соединенные Штаты многие условно российские, советские тогда диссиденты. Опять не все, но для многих это так и выглядело. И поэтому понятно, что правительство американское защищает свободу, и оно право. А те, кто внутри США
пытаются, критикуют или протестуют против действий своего правительства, они, вероятно, либо не понимают ничего, либо их, собственно, Советский Союз подкупил. Но это вот взгляд уже из такой диссидентской. Ну, то есть в чем угодно поддержу, потому что не Советский Союз, а потому что это враг моего врага. Примерно так. Вот биполярная как бы система, она же не только в международных отношениях, она и в головах. Вот есть два полюса. Либо ты, вот, если ты считаешь, что ты живешь в этом, как бы в темном полюсе, то значит все, что делает тот белый. На самом-то деле сложнее, как бы более многоцветный мир и тогда был, и сейчас уж тем более. Вы преподавали в Уэлсли. Это до того, как переехать сюда, это штат Массачусетс, и это женский колледж. Да. Его окончили Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт в том числе. В чем задумка? Почему туда только женщин набирают? Ну, эти колледжи создавались, когда большинство колледжей были мужскими. Вот Боуден долго был мужской колледж. Сюда в 1971 году сюда впервые стали женщин брать. То есть сюда-то стали наконец-то брать. А вот. Туда? А туда, ну, сейчас чисто мужских колледжей не осталось. Все, в конце концов, стали принимать женщин. А чисто женских, кажется, 3 осталось колледжа, в том числе Уэлсли, вот, куда принимают только девочек по вот этой традиции. И, то есть идея была женское образование, ну, так же, как бестужевские курсы в Петербурге, вот, университет для женщин. Примерно, кстати, в то же время создан. Уэлсли и бестужевские курсы созданы. Тогда это был прорыв. Тогда это был прорыв. А сейчас, вот, то есть, как это, ну, то есть, не является ли это архаизмом? Ну, кто-то скажет, что является архаизмом, кто-то скажет, что это вот такая дискриминация. Если что, да, если что, архаизм, потому что, ну, как бы внутри одного пола. Кто-то скажет, да, что это так, кто-то скажет, что это даже дискриминация мужчин, почему они туда поступить не могут. Но это вот опять логика противоположная. То есть ты не... Если ты относишься к привилегированной части общества, в том случае мужчины были традиционно привилегированы, а женщины нет, то вот наличие каких-то механизмов, институтов, в том числе вот колледжа, который предоставляет преимущество тем, кто недопредставлен, то есть женщинам в этом случае, оно оправдано, считается оправдано. Вообще для Америки, вот тоже еще одна особенность Америки, которую не всегда осознаешь, опять приехав из России, из бывшего Советского Союза, здесь очень недавно женщины стали получать равные права. То есть вот не равные права политические, а равное место в обществе. Потому что еще в 1970-е годы, вот вы упомянули, 71 год, еще отдельно мужские колледжи. В середине 70-х годов, вот у меня есть истории, те, которые я изучал, читал, когда Джейн Фонда приехала в Россию, в Советский Союз участвовать в совместном кино, был такой проект «Синяя птица», и она была поражена тем, что, смотрите, там на Мосфильме, на Ленфильме женщины есть режиссеры, женщины есть операторы, женщины есть там, инженеры по свету. В Голливуде не было ни одной женщины на этих должностях. Женщины были только артистками. То есть это вот чисто мужские профессии. В колледже Уэлсли я разговаривал с тамошней президенткой колледжа, и она рассказывала она про другое рассказывала, но упомянула, что ее научный руководитель, когда она сама училась в Гарварде, была первая женщина-профессор в своей дисциплине. То есть это совсем недавно. Это вот, то есть мы как-то привыкли, что женщины... Ну, феминизм пришел в нашу страну раньше. Ну да, наверное, после революционной, после 17-го года был прорыв. Есть тоже очень интересный сюжет, я не знаю, рассказ про то, как во время Второй мировой еще американцам, которые с россиянами собирались взаимодействовать, инструкции писали, ну, как пить водку, как еще что-то, и там было про отношения с женщинами. Вот. И было упоминание такое, вы еще можете встретить среди советских женщин, которые... могут неправильно обидеться, если вы будете уступать им место, подавать руку там, со ступенек, потому что это вот женщины, которые вот после революции усвоили идею равенства с мужским полом и неправильно могут принять обычные для нас жесты вежливости. То есть это американцев инструктируют там, в 1945, по-моему, году, то есть в самом конце войны. То есть потом, когда вот мы уже в 90-е стали ездить в Америку, нас инструктировали, что вы тут не пытаетесь... Да, спираль сделала оборот. Да, оборот. То есть вот в России это уже забылось, а в Америка к этому пришла. Но был период, когда вот с точки зрения представленности женщин Советский Союз был впереди. Ну, мы можем сказать, что у нас это было равенство там, не знаю, в бедности, в нищете там, или в какой-то вот перед там, государством таким-то тоталитарным. Но это было, то есть все равно это было равенство. А здесь это относительно новое явление. Вот когда у нас, я понимаю, что мне самому, как россиянину, иногда странно смотреть на вот эти
практики американского общества по отношению к женщинам, по отношению там, к афроамериканцам. Но про когда ты... квотирование. Про квотирование, да, про всякого рода вот поддержку их, да, действительно иногда кажется, хочется сказать, это же дискриминация уже белых. А потом ты понимаешь, что здесь совсем недавно, здесь еще не преодолено вот то неравенство. Совсем недавно оно было, и оно, в общем, еще ощущается. Разговариваешь с каким-нибудь человеком чуть старшего поколения, с юга, из Джорджии, был у меня знакомый профессор, и он рассказывает, как в его детстве там не пускали на порог черных, как вот он там в панику, когда там женщина впервые черная постучалась в парадную дверь, он, в общем, побежал в панике отцу, вот, испугался, что происходит. То есть это вот оно здесь еще ощущается. То есть люди, которые сейчас живут, они помнят на своей памяти, не из учебников. Они помнят, какое неравенство было тогда. И они его еще видят вокруг. То есть в этом смысле, может быть, наши глаза не замечают, и общество пытается это подкручивать. То есть вот фокус на таких вещах, он не случайен. Это действительно проблема общества, которую он таким образом пытается решить. Вот. Ну, конечно, человеку, приехавшему из Советского Союза, это кажется какой-то нелепостью, ну, с чего вы вот? Но тут есть у этого причины. Есть такие исторические, причем недавние исторические причины. И вот и положение женщин. Еще недавно женщина, место на кухне, домохозяйка, рожай детей, сиди. Недавно это вот поколение даже моих родителей, условно. То есть то поколение не работало, не... То есть вот у меня мама журналист была, а здесь люди, женщины и поколения в основном были домохозяйками, никто никуда не мог попасть. То есть это другая жизнь. Уэлсли Набоков преподавал. О нем как хранится память? О, да, там кафедра русского языка, она такая набоковская, там даже есть коллекция бабочек. Я спросил, это набоковские? Нет, говорит, в память о нем купили когда-то, или кто-то подарил. А он там ходил с очком, вот такая же примерно зеленая полянка, все говорят, вот здесь Набоков, или там вокруг озера Бабан, там, значит, Набоков ловил бабочек. Вот, там есть место, такая дверь набоковская в одном из общежитий, уж не знаю, почему она так названа, но там даже табличка есть, там, Набоков порта. Вот, то есть они очень его чтят, помнят и вот считают это такой, не знаю, фишкой русского факультета, то есть русской кафедры Уэлсли. Тоже из вашей книги. Как только в американской печати появилась информация, что писатель прибыл в США с любовницей, тогда как его законная жена осталась дома, Горького попросили из нескольких гостиниц, и ему с Андреевой пришлось поселиться в частном доме друзей супругов Мартин. Речь про 1906 год и поездку Горького в США. Он здесь был с любовницей? Ну, вообще, он-то считал ее женой. То есть это было... Но для американцев здесь все-таки очень сильна эта протестантская... Даже сейчас ее заметно, можно заметить. А в то время совершенно очевидно, американцы очень... очень плохо относились, например, к вторым бракам, ко всему. То есть вот есть один брак, ты же там... венчался перед Богом, и так будь добр, живи. То есть любая там вторая жена — это любовница, скорее, с точки зрения вот такого традиционного американца. Вообще общество американское, оно, во-первых, гораздо более религиозно, чем нам привычно, и оно гораздо более, вот знаете, традиционные ценности. Так их здесь гораздо больше, чем в России. То есть каких-то традиционных ценностей, именно потому что страна, знаете, как... пишут ученые, вот Америка была в свое время, стала воплощением идей просвещения европейского. То есть в XVIII веке вот просветители придумали много хорошего, как исправить общество. И американцы очень много из этого воплотили. Но одна важная линия европейского просвещения американцам совершенно была непонятна, они ее отвергли, это атеизм. То есть вот то, что какой-нибудь Вольтер или французские просветители говорили, что они там в Боге не нуждаются или что это так, вредная выдумка, вот в Америку совершенно не зашло здесь. Американцы оставались, у них было несколько волн, то, что они называли великим пробуждением. Первое великое пробуждение, второе великое пробуждение, сейчас уже там четвертое считают. То есть это когда общество в массовом порядке снова обращается к духовному, к религии, возникают новые там секты или даже новые религии, как мормоны там возникли в свое время. То есть и американское общество гораздо более в этом смысле связано вот, там, не знаю, верой в Бога. И к этому относится и вот традиционное отношение к семейным ценностям. То есть это, в этом смысле страна была гораздо больше страной традиционной ценности, чем Россия. Вот. Но несмотря на все ее вот последних уже десятилетий изменения. Есть же гипотеза, что американцы стали такими религиозными, в том числе в ответ на атеизм в СССР. Нет, раньше это тоже сыграло свою роль, правда, но, в общем, они религиозными стали уже в 17-18 веке. Пуританская традиция, в общем-то, основатели Новой Англии, мы с вами в Новой Англии, основатели Новой Англии — пуритане, то есть это такая радикальная кальвинистская секта, которая бежала от преследований, собственно, по религиозным причинам бежала из Англии, и их традиции, вот, кальвинистские, они очень долго, собственно, в каком-то смысле до сих пор живы. До сих пор можно увидеть какие-то запреты
вот когда мы говорим про Америку, что она страна свободная, конечно, свободная страна, особенно в политическом смысле. А если смотреть на запреты вот не государственные, а запреты, ну, то, что мы назвали моральными, религиозными, их здесь в каком-то смысле больше, чем в России, то есть больше, чем в Европе точно. Потому что они вот это наследие того самого кальвинизма, наследие жестких пуританских нравов. И то есть в этом смысле тогда уже Америка была религиозной. А с Советским Союзом, конечно, в очередной раз, вот когда холодная война началась, даже не в 20-е, тоже использовалась страшилка такая, что советские там, большевики безбожники. А потом в конце 40-х, 50-е годы, когда надо было изобретать новый язык, то есть вот появилась новая роль у Соединенных Штатов, теперь они действительно лидер этого западного мира, и вообще как-то надо по-другому описывать, чем они отличаются от вот этого Советского Союза. Вот здесь, конечно, снова вспомнилось, как бы, что Америка страна религиозная, и это важно. То есть некоторые вещи, которые нам кажутся такими, ну, про Америку, что они были всегда, на самом деле были прямо законодательно или как-то в традицию введены в 50-е годы, как раз во время, вот, когда был маккартизм, когда они изобретали себя как противоположность Советскому Союзу. То есть вот молитвы там в школах, которые потом отменяли. Потом, ну, на деньгах они вроде бы печатали «В Бога мы веруем» и раньше, но именно в 50-е это стало законом, то есть они прямо законодательствовали. То есть вот усиление религиозной части государства, оно связано, да, с холодной войной впоследствии. Но это было только усиление, это не изобретение заново. Замечательные пенсионеры на тренировке. Они же не имеют отношения к колледжу, это просто люди, которые пользуются пространством парка. Ну, думаю, что нет. Во всяком случае, я не слышал про то, что это... То есть не похоже, что это пожилые преподаватели, хотя, может быть, среди них такие есть, но, да, колледж открыт для всех, кампус открыт для всех. То есть могут люди из города, из соседних там домов приходить на этот приятный газон и заниматься своими делами какими-то. То есть тут вполне открыто, да. То есть колледж не замкнут на себе, он вообще-то пытается взаимодействовать с окружающей средой. Не первый, наверное, скажу, что американские кампусы — это так, лучшее, что есть в Америке. И тогда, приехав из Российского университета, ты видишь эту атмосферу, цветущую поляну, где можно учиться, библиотеку, где все есть. Это же еще доинтернетовская эпоха. Но там есть все в библиотеке, можно туда заказать все, что угодно. То есть думаешь, как вот вообще здесь не учиться? Вспоминал, какие надо было преодолевать препятствия, просто чтобы найти нужную книжку там в России, да, в это время. Вот, просто добраться до университета. А здесь это было такое яркое первое впечатление, да, так у меня. А как вы себе сами объясняете, почему кампус — это одна из лучших вещей, которые есть в Америке? Потому что, ну, если человека вот просто высаживать прямо сюда, ну, будет казаться, что это просто место, страна без слабых мест и все остальное. Но это заблуждение, поскольку мы даже когда снимали в Техасском университете в Остине, там одна из студенток рассказывала, там тоже классный кампус, возможно, менее зеленый, чем здесь, но она рассказывала про то, как опасно просто через дорогу уже от кампуса. И почему вот здесь всегда так хорошо? В этом есть какое-то государство, ну, в этом есть какая-то мысль, причина, или просто так получилось? Да, действительно, здесь я, конечно, много видел всякой Америки и понимаю, что кампус — это не единственное ее там олицетворение. А почему? У меня коллега старший есть, Александр Иванович Кубышкин. Он книгу пару лет назад издал, как раз и называется название «Кампус и мантия», кажется, как-то так, как раз про то, как вот роль университета в американском обществе. И вот он там про это частично пишет. Вообще говоря, когда-то ведь университеты в Америке не были очень сильными, то есть вплоть до, наверное, второй половины XIX века. То есть Гарвард и этот же Боудин уже существовали, здесь учились, это было престижное место, но их было мало. Качеством они проигрывали заметно тогдашним европейским университетам. И вообще у американцев долго такое представление, с их демократичностью, представление было такое, что университет воспитывает элиты, и это плохо. Что вот массовое среднее образование — это правильно, надо всех научить читать и писать. Вот. А высшее образование — это то, что вот создает иерархию в обществе, а мы же общество демократическое, как говорили американцы, нам этого не надо. Поэтому университеты начали набирать вес и набирать вот свое, как бы увеличивать свою роль в обществе где-то начиная со второй половины 60-х годов XIX века. То есть тут было несколько, там, закон Моррелла такой был, появились, университетам стали выделять как раз пространство, там, Land Grant Universities такие появились. Это как раз совпало
со временем, когда общество стало более сложным, появилась потребность в профессионалах. То есть вот здесь это слово «профессионал» — это конкретно человек, получивший образование дальше, чем бакалаврское. То есть человек, который учился в профессиональной школе. Ну, понятно, инженеры, юристы, врачи — это все профессионалы. И вот когда в обществе потребовалось это, то университеты получили новый стимул, что ли, к развитию. Ну, плюс было несколько реформаторов образования, они привезли сюда тогдашнюю немецкую систему. Вот. И университеты стали играть, ну, вот, начиная с этого времени, последние уже 150 лет, они стали играть очень более важную, что ли, роль вообще в американском обществе, в структуре. Вот, наверное, с этого времени кампусы стали таким местом. Вот. И при этом все равно родители предполагают, что учеба в университете переводит ребенка, если ты из непривилегированной семьи, то это шанс для ребенка подняться в обществе. Ну, а если из привилегированной, то понятно, что ты не должен выпадать уже из своего слоя. Обязательная программа. Вот, это обязательная программа, да. Ты должен отучиться в хорошем колледже, это создает. Действительно, колледж потом очень влияет на всю твою жизнь. Хороший колледж, вот опять вроде нынешнего того, где мы сейчас находимся, дает еще на всю жизнь какие-то социальные связи. Ну, это нетворкинг. Это нетворкинг, да, это нетворкинг. И есть работы. Вот в России все-таки говорят, ну, есть высшее образование, нет высшего образования. Ну, кто-то гордится, вот кто-то скажет, я МГУ окончил, я МГИМО, но это вот несколько так вузов, не всегда люди этим гордятся на самом деле. То есть смотрят людей на то, что получили высшее образование. Здесь вот то, что какое-то высшее образование получил, то есть где ты учился, это остается на протяжении твоей жизни где-то твоей одной визитной карточкой. То есть условный выпускник Гарварда, он так всю жизнь будет выпускником Гарварда. А выпускник, ну вот Кент Стейта, например, он будет, даже если он добьется многого в жизни, это все равно это будет через ему придется больше преодолевать потом дальше в жизни. То есть вот у Гарварда, то есть у выпускника хорошего колледжа, у него какие-то двери открываются просто по названию его университета. То есть резюме другими глазами Резюме другими глазами читается. Есть люди, которые, например, хотят преподавать в американских университетах, они даже жалуются, что вот если у тебя твой PhD защищено не там в 2-3 университетах первого ряда, то тебя, в общем, даже резюме твое не смотрят. То есть вот получается, что многие кафедры в разных университетах наполнены выпускниками буквально вот считанного количества вузов, выпускников, которых вот берут в первую очередь. То есть вот так устроено здесь. Поэтому люди стремятся в хорошие университеты лучше, чем в плохие, но хоть в какие-то лучше, чем без университета совсем. Вы говорили, что в США тоже переписывают историю. Как? Ну, историю переписывают везде, то есть это нормальное состояние исторической науки. Если ее не переписывают, нет истории, нет. Если она в этом смысле норма, во всех странах переписывают историю. А в Америке, в Соединенных Штатах тоже есть битвы вокруг, да, скандалы даже по поводу интерпретации прошлого. И у них свои, конечно, больные точки, вот, не совпадающие, конечно же, с нашими российскими, но свои. Та же самая гражданская война, конечно, центральное событие американской истории, и по поводу нее большие споры. Потому что, знаете, как вот она была, начиная, собственно, с самой гражданской войны и очень долго, это центральное поворотное событие. Это время, когда освободили рабов. Это момент, когда там, наивысшего конфликта, который преобразовал нацию. Эрик Фонер, классик американской истории, тут он на днях как раз у нас выступал, он говорит, что это время можно назвать вторым там, основанием государства. Вот как вот отцы-основатели были, а вот то, что после гражданской войны произошло, это второе основание. То есть все это так. А потом вдруг в этом стали появляться сомнения. Сомнения стали появляться потому, что сегодняшнее американское общество расширило представление о себе. Ну, кто такие американцы? Кто входит в американскую нацию? Очень долго афроамериканцы не были частью американской нации. То есть это я говорю не о периоде, когда они были рабами, а 100 лет после этого. То есть когда там, в 1964 году Линдон Джонсон подписывал акт о гражданских правах, вот на волне движения за гражданские права, он сказал, вот наконец-то две нации, наша и афроамериканская, сольются воедино. То есть впечатление о том, что афроамериканцы не являются частью американской нации, оно вот вполне в 60-е годы еще было. И то, что прошло с тех пор, вот еще там 60 лет прошло с этого момента, в общем-то ситуацию изменило, но этот конфликт, рубец, он еще существует и ощущается. Так вот, вместе с тем, как вот американская нация представление американцев о самих себе расширяется на вот тех самых потомков рабов, на афроамериканцев,
меняется и взгляд в прошлое. То есть вдруг, посмотрев на прошлое глазами вот такой более разноцветной как бы нации, оказывается, что гражданская война-то это событие, в котором афроамериканцы участие не принимали, активного участия. Это две группы белых воевали между собой. А то, что они там воевали за отмену рабства, это важно, конечно, но афроамериканцы не были активными акторами, да, там, субъектами этой войны. И это стало проблемой. Это стало проблемой. Если вы пойдете, вот в Вашингтоне открылся 8 лет назад, открылся музей афроамериканской истории и культуры, то вы увидите, как там смещены акценты по сравнению вот с традиционным представлением об американском прошлом. То есть для афроамериканской части американской нации гораздо важнее движение за гражданские права, которое через 100 лет после гражданской войны произошло, именно потому, что там сами афроамериканцы играли важную роль. То есть они сами чего-то требовали, они бастовали, они выходили, они участвовали в каких-то политических акциях, и вот это для них важно. Они стали субъектом, они стали частью нации. А то, что в 1863 году Линкольн подписал декларацию, подписал эмансипацию рабов, отмену рабства, это было без их воли, без их участия, и не из-за того, что они в чем-то приняли участие. И это совершенно другой взгляд на прошлое. То есть оказывается, что гражданская война — это, в общем-то, не так важно. Это вот локальный конфликт между одной только из групп, которые сегодняшнюю нацию составляют. То есть вот так. Это только один из примеров того, как переписывается. И очень много. Вы про Техас еще рассказывали, что там такие вещи тоже есть. В Техасе это про школьные учебники. Наверное, знаете, вот еще из интересных сюжетов это проект 1619. Это как раз в 2020 году на волне вот БЛМ, протестов, как раз Пулитцеровскую премию получила автор этого проекта. Проект 1619 – это год, когда первых черных рабов привезли в Америку. И это предложение переписать американскую историю с точки зрения черных рабов. И вот в рамках этого предложения, там есть такой эскиз учебника будущего, например, само основание Соединенных Штатов и война за независимость описывается как попытка сохранить рабство. То есть отцы-основатели вовсе не за свободу боролись с точки зрения этого проекта, а боролись за то, чтобы сохранить рабство, потому что Англия рабство собиралась отменять. Потому что в Великобритании рабство отменили вскоре после, а американцы еще его на 80 лет у себя задержали. А насколько это корректная версия? Что они воевали за это? Ну, они, конечно, воевали, конечно, уже надо осторожно говорить, конечно ли, но, скорее всего, все-таки у них были свои идеи, они про рабство думали в меньшей степени, там Джефферсон был вообще противником рабства, правда, рабов в это время имел. Вот. Но такая точка зрения заслуживает, во всяком случае, внимания, потому что это как раз пример того, что история пишется из какой-то конкретной точки. То есть вот человек, который сегодня обладает какой-то там политической субъектностью, он смотрит на прошлое и выстраивает своих предшественников, выстраивает, откуда его эта субъектность сегодняшняя взялась. И поэтому, если ты сегодня там, белый протестант англосакс, твоя история будет отличаться от того, если ты сегодняшний афроамериканец, потомок рабов. И твоя история будет отличаться, если ты потомок там, иммигрантов из России. Это три разные истории. То есть у них будут общие точки, но очень много будет не только различного, но в каких-то местах противоречащего друг другу. То есть история так устроена. История теперь это не один поток, а множество. Как вы к этому относитесь? С интересом, я же историк. Мне интересно, как собственно, вот один из главных интересов, кроме, собственно, американской истории, это то, как история в современном обществе существует. То есть как вообще как современное общество с прошлым общаются. То есть прошлое не нечто такое, вот как, не знаю, как физическая география, когда мы можем белые пятна найти, острова описать один раз, и они у нас станут частью уже школьного учебника. История все время переконструируется, потому что появляются новые вопросы и новые какие-то современные субъекты. То есть мне интересно как раз посмотреть, что такое прошлое вообще, что такое прошлое и как мы его используем, понимаем, почему мы из-за него конфликтуем или... В общем, это дико интересно. Вот. И в том числе и в американском опыте. Ну, то есть, получается, про непредсказуемое прошлое — это не только про Россию? Это вообще про прошлое. Это вообще про прошлое, которое непредсказуемо. То есть, понимаете, как сказать? Вот прошлое, оно очень большое. То есть, представляете, вот написать «наука о настоящем». Вот все, что происходит в данный момент. Вообще везде. Вот мы с вами здесь разговариваем, где-то здесь кто-то пошел спать уже, какой-нибудь человек выловил лобстера,
вот где-то здесь только в радиусе 10 миль от нас, а сколько в мире всего происходит. У нас никогда не хватит, если мы даже попытались бы написать историю от последнего часа, во всем мире все описать, у нас не хватит ресурсов всего человечества, просто это слишком много. И вот, а представляете, сколько в прошлом всего произошло. То есть всегда в прошлом мы что-то выбираем. Мы идем таким с маленьким направленным фонариком в эту огромную комнату и что-то высвечиваем себе и описываем. Вот. И в зависимости от нашей точки зрения, вот на что мы хотим направить фонарик, у нас появляется одна история либо другая. Вот. И мы берем какой-то, то есть от нашей точки зрения, откуда мы смотрим в прошлое, зависит то, что мы там видим. Это не значит, что прошлое полностью субъективно. Я не хочу, чтобы прозвучать как вот человек, что вообще прошлого нет. Оно есть, потому что мы действительно высвечиваем что-то реальное, бывшее в прошлом. Но оно гораздо более разнообразно, и любая наша попытка описать нарратив, да, то есть описать прошлое каким-то повествовательным образом, она по определению узка, она по определению описывает только опыт какой-то одной социальной группы. Вот это так выглядит. Правильно я понимаю, что Путин делает, объясняет все свои действия, там, по крайней мере, последних 2,5 лет, тоже же из-под своего фонарика? Путин, да, так вот в том-то и проблема, что Путин не понимает, что возможны другие. То есть ему кажется, что вот то, что он со своей точки зрения посмотрел и описал, это единственно правильная история. Все остальные надо либо запретить, и в России уже довольно много мемориальных законов, запрещающих какой-то неправильный взгляд на прошлое, или объявить это там, антироссийской пропагандой каких-нибудь враждебных соседей, или там, не знаю, поляков, американцев, украинцев, кого угодно. У них вот Путин просто не получил нормального гуманитарного образования современного. Его никто не объяснил, потому что у него главный советник по истории Мединский, который вот самая такая раздражающая фигура для профессиональных историков. Вот. А Путин продолжает к этому возвращаться вновь и вновь. Буквально 2 дня назад он там Совет Безопасности собирал для обсуждения истории. То есть это вообще довольно дико с точки зрения профессиональных историков. Но вот, к сожалению, да, и логика же какая была. Вот я знаю историю, и история заставляет меня делать то, что я делаю. На самом деле выглядит не так. На самом деле он что-то делает и подтягивает под себя ту историю, которая легитимирует его действия. Он подтягивает как бы вот... Он, может быть, этого не понимает, то есть, может, не рефлексирует над этим. Ему кажется, что да, вот такая история есть, поэтому я должен идти воевать там Украину. На самом деле решение сначала, а правильная как бы объясняющая эта история потом, ну или параллельно, одновременно с принятием решения возникает. Хочется задать несколько вопросов про маккартизм. Давайте коротко, вот супер коротко объясним тем, кто не знает, что это такое. Ну, в начале Холодной войны, то есть это, собственно, уже с конца 40-х годов в Америке началась такая волна страха перед коммунизмом, вначале перед проникновением, кстати, коммунистической пропаганды, коммунистических организаций повсюду. И в начале 50-х эта волна, что ли, эмоциональная там, и политическая, оказалась связана с именем сенатора Маккарти. Вот Маккарти, сенатор, который однажды на пресс-конференции сказал, что у него есть список, вот показал прямо, у него такой листочек был, вот у меня список из 200 членов коммунистической партии, которые работают в Госдепе. А надо сказать, что за несколько лет до этого суд признал виновным одного из сотрудников Госдепа еще времен Рузвельта, еще там 30-х годов, в том, что он якобы передавал какие-то секретные бумаги Советскому Союзу. Его, правда, у него уже истек срок давности по этому обвинению, поэтому его посадили там, на год, по-моему, за лжесвидетельство, за то, что он это отрицал. Но это создало вот в общей атмосфере страха перед там, продвижением Советского Союза после Второй мировой, создало такую нервозную обстановку. И вот выходит сенатор и говорит, что у меня есть список, вот в Госдепе еще 200 человек сидит, а в армии, в Пентагоне еще есть люди. И ему поверили, то есть масса людей поверила. А политики, которые пытались ему не поверить, ну, то есть пытаться оспорить, они тут же на ближайших же выборах теряли свои посты, потому что избиратели верили Маккарти. И это вот был период, когда на некоторых государственные органы, понятно, коммунистов не брали. Больше того, тогдашних лидеров коммунистической партии в тюрьму посадили. Вот Гесса Холла, которого, например, я помню уже старичком, который там целовался с Брежневым. Вот. А в общем, довольно героический, но в каком-то своем смысле человек, который сидел в тюрьме, потому что он был коммунистом, не за то, что... Потом Верховный суд признал, что неправильно его сажали, потому что сажали его за то, что он как бы поддерживал коммунистический манифест, который суд, вот, посадивший его в тюрьму, признавал подрывным документом. Потом Верховный суд сказал, что нельзя. И вот это время, когда Голливуд у себя вводил черные списки, запреты на профессию для людей, заподозренных в симпатиях к левым.
Вот эта вот эпоха маккартизма примерно продлилась 50-е до 56-57 годов. Актерам запрещали работать за политические взгляды? Актерам, сценаристам и режиссерам, их вот тех, кого... надо понимать, что Голливуд вообще считался очень левым. То есть Голливуд считался, мало того, что там много работало людей, выходцев из Российской империи, то есть у них были... Да, но там, они скорее к коммунизму... Они к коммунизму отношения не имели. Но там были фильмы, они активно снимали во время Второй мировой, Великой Отечественной нашей, снимали фильмы, изображающие Советский Союз с симпатией. То есть они как бы работали на нужную Рузвельту пропаганду, что это наш союзник, что Советский Союз вовсе не там, безбожный ужасный коммунизм, а это наш союзник, он лучше, чем Гитлер. Да? И вот, а потом им это припомнили, что смотрите вы, как Советский Союз там облагораживали. Вот. И там действительно было много людей с левыми какими-то взглядами, как и там сейчас в кампусах американских, левые. Вот. И когда начался маккартизм, то студии, то, собственно, организация, институциональный Голливуд, испугался того, что сейчас студии начнут закрывать, что просто придут люди от Маккарти, там комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, и начнут закрывать студии. И студии стали сами, это не государство на черный список вводило, а сами студии стали у себя составлять списки людей с левыми взглядами, и их не брали ни в новые проекты, ни в фильмы, ни в сценарии не заказывали. Это вот черные списки Голливуда, это самая такой яркая история времен маккартизма. Вот. Было. Рональд Рейган тогда впервые начал свою политическую карьеру, собственно, и с женой познакомился, потому что она как раз была женщиной левых взглядов. Он приехал ее расследовать, а в результате сказал, что, в общем, ее прикрыл и женился на ней. Такая была. Это Нэнси. А как еще отлавливали? То есть, кроме Голливуда, какие-то еще были примеры? Маккарти, кстати, этот список никогда журналистам так и не отдал, все время издалека показывал, что у него есть. И в какой-то момент он сказал, что вот и Пентагон, в общем, пропустил всех коммунистов, и на базах США по всей стране вот засели коммунисты. И у него карта, есть такие фотографии, где он стоит с указкой, и там карта США, где какими-то звездами обозначены вот эти места влияния коммунистов. Но в какой-то момент его, собственно, отбилась от него именно армия. То есть Пентагон оказался самым сильным противником, когда он обвинял Пентагон, военное министерство в том, что они коммунистов все запустили. Там начался процесс открытый. И юристы Пентагона, во-первых, доказали, что Маккарти врет, или там, не знаю, одержим этой самой конспирологией. А во-вторых, вот этот процесс впервые показали по американскому телевидению. Это один из сюжетов, когда американское телевидение сыграло роль. И Маккарти по телевизору выглядел совсем не так убедительно, как когда его пересказывали газетчики. То есть его увидели по телевизору и увидели, что человек-то выглядит не вполне психически здоровым просто. То есть и начался закат его карьеры, вот с этого его конфликта с армией. Но началось с того, что он успешно обвинял армию тоже, что там коммунисты везде. Как его жизнь сложилась потом? Он очень быстро спился и умер в относительно молодом возрасте, там, по-моему, не хочу соврать, что-то типа цирроза печени, в общем, какая-то последствия алкоголизма. Когда мы говорим про эмигрантов в США из Советского Союза, Российской империи, мы обычно вспоминаем Сикорского, Зворыкина, Айн Рэнд. Вот эти имена. Хочется о менее очевидных вас спросить. Во-первых, главную патриотическую песню Америки написал человек из Тюмени, который служил в армии США. Он родившийся в Тюмени, конечно, он вырос уже здесь, но, да, родился вроде как в Тюмени. Есть несколько вариантов его биографии, но точно в Российской империи, да, родился. Это Ирвинг Берлин. Ирвинг Берлин, да. Он Бейлин сначала был, потом тут опечатка, описка кого-то из делопроизводителей, стал Берлином даже, они здесь ударение ставят, Ирвинг Берлин. Вот. Он не только эту песню написал, это, наверное, самый популярный автор песенник 20 века. То есть, наверное, по количеству хитов он, кажется, обошел всех, кто еще писал. По количеству песен, которые американцы знали наизусть, пели сами. То есть это была, человек, родившийся в Российской империи. Но то, что человек, родившийся в Российской империи, написал «Боже, благослови Америку». Так страна иммигрантов, в общем, никто этого не... Это не баг, это фича. Да? Америка вся из иммигрантов состоит. И то, что какие-то патриотические вещи делали иммигранты, люди, родившиеся в других странах, это никого здесь не смущает. Я не знаю, самый, наверное, влиятельный деятель внешней политики США 20 века, там, Генри Киссинджер, он так до конца жизни с акцентом по-английски говорил. Или люди, которые там ракетную программу, Вернер фон Браун, извините, или Эйнштейн, то есть все люди, родившиеся где-то в Европе, в Германии, там кто-то переехавшие сюда и сделавшие здесь карьеру. Это для Америки нормально.
Русский был председателем Совета Гавайев. Сената, да, Судзиловский, да, Николай Судзиловский, или вот тут Россель, он псевдоним взял. Это народник, который уехал из России, когда вот начались репрессии после убийства Александра II, вот, и в Америке осел, и в какой-то момент, да, врачом здесь был, работал, доктором вот, на Гавайях. И на Гавайях был такой короткий период, когда Гавайи были независимыми, уже не были королевством и еще не были частью Соединенных Штатов. Вот в этот момент он был там председателем Сената. Независимое прям государство да, Гавайи на карте Гавайи было? был такой, да. Гавайское королевство сначала оно было, да, потом вот. Видеомагнитофон изобрел русский? Александр Понятов, да-да-да, тоже человек, инженер. Это, кстати, вот интересно, эта линия, которую вы упомянули, Зворыкин, Сикорский, Понятов. Чем интересно про них? Инженеры, которые в Америке что-то сумели инженерное сделать. Потому что на протяжении предшествующего столетия, там, 19 века, Америка была страной инженеров, а в Россию их приглашали. То есть американских инженеров все время звали в Россию, и они что-то в России делали. То железные дороги строили, то индустриализацию уже при большевиках. Вот. А тут вдруг люди, которые получили инженерное образование в России, это, кстати, вот в отличие от того же Берлина, который все-таки просто ребенком приехал, то есть он не получал там в России образование, а вот эти инженеры действительно российской как бы инженерной школы приехали в Америку и сумели здесь создать целые новые отрасли или новые какие-то внести. Вот это очень важный как бы пример того, что, в общем-то, российская инженерная школа в какой-то момент догнала американцев, то есть смогла производить какие-то качественное образование. Вот, да, Понятов — это одна из таких фигур. Это церковь или это была церковь? Это, я насколько понимаю, это была церковь, и сейчас это такой центр общественный, ну, в том числе и для духовных практик, я же скажу. То есть тут это не, это, конечно, это когда-то было с христианской церковью, сейчас это не христианская церковь, это такое экуменистическое место, в которое могут прийти пообщаться с Богом, как считается, люди разных религий. То есть было... Там может быть молельная комната и для мусульман, и для иудеев? Может быть, да. То есть я, честно говоря, еще не изучал внимательно, вот. Но вот в Уэлсли я подобную вещь изучил, да, там вот видно, что это когда-то была христианская часовня, а сейчас там есть и для мусульман, и комнаты, и для... Вот. Но это вот американская попытка уйти от представления, что Америка — страна белых англосаксов-протестантов. То есть это все вот попытка расширения, открытия Америки, открытия страны и колледжа для студентов из других стран, или из Америки же, но из других групп религиозных, этнических. Вот, это серьезно. На самом деле это не очень давно происходит, но это вот прямо серьезно происходит, когда вот церкви превращаются в экуменические. Вас спросят, а для чего это происходит? То есть почему Америке важно показать, что это не страна белых протестантов? Ну, вот есть несколько сменявших друг друга представлений о том, что такое Америка, вот как нация. Была когда-то идея, что все приезжающие мигранты должны стать вот такими белыми англосаксами-протестантами. То есть вот, будь ты итальянец, вот. Но потом понятно стало, что это не работает. Итальянцы приезжавшие, даже ирландцы приезжавшие оставались ирландцами, уже там итальянцы, потом евреи, а потом люди стали приезжать другого цвета кожи, да, и очевидно, что работать это перестало работать. Появилась метафора сначала плавильного котла. То есть это следующее, когда всех должно сплавить в единую нацию, то есть неважно, какой у тебя бэкграунд, а потом ты такой универсальный американец, все одинаковые. А потом плавильный котел тоже уже отодвинули как устаревшее представление, и набрала силу такая метафора салатницы. Салатница — это вот американская нация, которая состоит из разных ингредиентов, а американец — это вот то, что получается в целом. Да. То есть в целом это какое-то вот блюдо, да, вот американца. А каждый отдельно мы можем там взять, не знаю, как кусочек картошки, кусочек там огурца. Вот это так сохраняется. То есть каждый сохраняет свою идентичность, и вот для возможности сохранения своей идентичности и, соответственно, разнообразия, из которого Америка состоит, вот теперь создаются возможности в колледжах. А melting pot — это уже устаревшая концепция? Melting pot устаревшая, да. То есть melting pot предполагало, что никто не остается там этой вот картошечкой или огурцом, и все превращаются в кашу в такую единую. Вот. А вот теперь нет. Теперь такой салатница. Мы записываем это интервью в США. Вы здесь работаете. Почему? Потому что как-то случилось в этом году, что мне не осталось работы в России. То есть я вообще пытался в России сохраниться и продолжать работать. Не хотел до последнего никуда уезжать.
Но вот так получилось, что в этом году я поехал таки на sabbatical, то есть sabbatical — это такой отпуск на 1 семестр для того, чтобы закончить книгу. Традиционно там, мой университет это делал. Но как только я уехал на sabbatical, меня уволили. Я готов предполагать, в общем-то, достаточно прозрачно, почему, но формально меня уволили, потому что мне эту самую командировку в sabbatical не подписали в последний момент, и, значит, я прогулял. То есть я просто уехал без разрешения. Хотя все было утверждено заранее. Но очевидно, что это только предлог. В общем, по-моему, мне кажется, все понятно, почему и какие. Да, на меня почему? в прошлом году на меня несколько доносов пришло. То есть мне показывали эти доносы вот от той знаменитой, не знаю, Анны Коробковой, так называемой, которая неизвестно кто, писала массово доносы на людей. Может быть, еще какие-то были доносы, которые я не видел, которые на меня не показывали. Была история про то, что вроде бы, как вот в Петербурге кто-то печатал эту историю, были рекомендации там, от органов ректорам вузов избавляться от людей, которые подписали протест против войны в первый день. Естественно, я подписывал. То есть есть какой-то набор вещей политических, которые, наверное, за этим стоят. Прямо никто мне такого не говорил, поэтому я только догадываюсь. Поэтому я в США. То есть в России, да, и потом коллеги из других вузов мне писали, знаешь, говорит, мы тут поговорили, то есть когда узнали, мне сочувствовали, мы поговорили, но к нам даже не пытайся, то есть тебя тут не возьмут на работу. То есть у меня какая-то репутация, видимо, есть, наверное, хорошая репутация, но вот для современной России, боюсь, работы мне там сейчас не найти. Поэтому вот пока здесь. Здесь пока временная работа, да, вот семестр был в одном колледже, сейчас семестр в другом, весной буду опять в 3-м. Весной вы будете в другом? Весной буду опять в Уэлсли, да, у меня опять полгода, еще полгода мне там... Это прям кочевая жизнь такая? Пока да, такая. Вот. То есть постоянная работа здесь, это сложно. В общем, я же не готовился к этому на самом деле. То есть я, правда, как говорят, в 57 лет же уже, в общем, не хочется эмигрировать. Это по молодости еще легко. А так я-то, в общем, пытался сохранить себя в России. Вот. Пока не удалось, но я пытаюсь быть историческим оптимистом. То есть я таки надеюсь, что я еще доживу и вернусь. Вы учили английский в университете в Волгограде по какой-то необычной методике. Можете рассказать? Как вы глубоко копнули, да? Да, был такой... на нас провели эксперимент. Я был на историческом факультете, то есть не на иностранных языках, и это был еще Советский Союз. То есть я чуть-чуть старше того поколения, которое уже английский стало осваивать, студенчество. То есть, базовые настройки. Да, базовые настройки. В нашем поколении, зачем тебе язык? Все равно никто никуда не ездит. То есть это был, 84-й год я поступил. Вот. Но с нами, на нас провели эксперимент, который мне казался очень удачным. У нас преподавали английский на первом курсе, это называлось интенсивный метод обучения. Интенсивный метод, даже не знаю, как описать. То есть нас учили разговаривать. То есть первое, что учили, преодолевать барьер страха говорить на языке. И это действительно сработало. То есть страх же у большинства сидит, а как же я заговорю? Вроде бы я все слова знаю. А нас, то есть первое, что мы пришли, ничего не зная про этот метод, я помню, приводят нас в этот кабинет, а там мягкие кресла, никакой тебе доски, парт, ничего. То есть ты сидишь, мягкие кресла по кругу, такая обстановка, цветная подсветка, как в бар какой-то пришел или не знаю как. Вот. И начали со слайд-программы, то есть компьютеров уже не было, но слайд-программы под красивую музыку показывают красивые виды, фотографии. Чего? Это психологическая настройка. Чтобы мы вначале... Виды чего? Просто виды природы. Да. Просто виды природы. Не американская. Да. Может, она и американская, что мы тогда в 84 году про Америку узнали, но не небоскребы, да. То есть что-то такое. Это психологическая настройка, чтобы мы забыли, что мы вообще учимся, что мы пришли сюда учиться. А потом этот самый интенсивный метод, где мы проговариваем всем присвоили какие-то англоамериканские имена, и мы Вы были Айваном? Нет, я там был Робертом, если я правильно помню. Да. В общем, неважно. Да, и мы проговаривали какие-то сценки. То есть это по сюжету в течение года мы проговаривали в разных, я не знаю, полностью я не перескажу этот метод, но это интересно. То есть мы сначала проговаривали какие-то устойчивые выражения, какие-то ситуации, что надо сказать. Потом в конце, что интересно, когда мы по много раз все повторили, проговорили, последнее, что было, ты опять, садишься, расслабляешься, какая-то музыка фоновая включается, и преподаватель зачитывал все эти диалоги подряд, причем еще модуляции голосом разные, чтобы мы не уснули. То громко, то тихо, то высоко. Оно куда-то, видимо, на подкорку ложилось. То есть очень
очень классно все было. И я до сих пор, конечно, говорю уверенно, но с ошибками. То есть это вот результат этого метода. Поскольку у нас совершенно не поправляли... Ну, то есть понятно, что надо, чтобы тебя понимали по-английски, но не зубрили грамматику вот так, как ее на факультетах специальных учили. Ну, с ошибками вы можете сказать he have, или все-таки это про Нет, более ну, на сложные такой времена? степени нет, но более... Да, со временами, наверное, у меня времена... Я не думаю, что я делаю ошибки. Но какие-то слова я иногда забываю, что как тут правильно, да, это... Слушайте, ну это прям прорывной метод для 84 года. Да, это какой-то, насколько я помню, нам объясняли, что это какой-то болгарский психолог, лингвист придумал вот этот метод. Вот. Этот метод внедряли где-то там действительно, вот, обучали группы, которым надо было срочно поехать за границу и выучить язык. А на студентах вот мы чуть ли не... Ну, наверное, мы не первые, где-то еще это, может быть, даже в МГУ это было, но вот мы одними из первых. У нас энтузиастка, преподавательница была, которая Галина Васильевна Огородникова. Михаил Ходорковский в 2016 году делал список из 13 человек, которые могут заменить Путина. Да, и там голосование было. В голосовании победил Навальный, но среди этих 13 человек были вы. Как вы на это отреагировали? Но меня буквально разбудили, по-моему, журналисты. Я не знал, то есть понятно, что Ходорковский со мной про это не разговаривал. Он просто объявил, ни с кем не разговаривал, из тех, кого предъявил, из тех, кого предложил. Меня утром разбудили журналисты, а вы знаете, я говорю, что, где, как. Вот звонки пошли вот вовсю. Ну, и впечатление это первое было такое тревожное, потому что не очень хорошее такое ощущение, что меня подставили. Ну, вот, понимаете, вот в России уже достаточно авторитарное, достаточно. И вот... Потом посмотрел список, немного успокоился, смотрел, в списке Кудрин есть. Я думаю, ну, там, в общем, наверное, не будут... Ему больше поводов волноваться. Да, ему больше поводов. Ну и вообще, я думаю, значит, списком не будут там как-то вот репрессировать, значит, какая-то такая. Но да, какое-то время был... Ну, в России больше это как анекдот было. Народ посмеялся, пошутил на эту тему. Интересно, что вот в Америку туда приезжал, как на какие-то конференции, и слышал, как за спиной там типа пальцем показывали, а ты знаешь, что его Ходорковский? Это прям я слышал, ну, первый там год после этого, потом забылось. Но был такой. Здесь более серьезно к этому отнеслись, чем в России. Мы в центре русской культуры, но сейчас это переименовано. Да, раньше это называлось кафедра русского, Russian кафедра, то есть даже не русского языка, просто Russian. Вот, ее вот в прошлом году переименовали в кафедру русского, восточноевропейского и евразийских исследований. Восточноевропейских и евразийских. Как во многих университетах Соединенных Штатов, да, в связи с войной, чисто российские кафедры, русские, простите, кафедры стали вызывать вопросы, я бы сказал, и у студентов, и у кого-то еще. Вот здесь переименовали. Уэллс, кстати, оставили Russian Department, а здесь вот теперь так. Вот здесь преподаватели русского языка, литературы, и плюс это такой конгломерат, то есть здесь есть преподавательница русской истории, есть преподавательница русской политики, то есть у них есть еще свои факультеты исторические там, и политических наук, но они тоже тесно сотрудничают, и вот кабинеты у них в других местах немножко. Ваш коллега, который с вами делит, у которого кабинет соседний, сейчас убегал на занятия и говорил, что он будет читать Хармса и Шаламова. Да, он литературу русскую преподает, в частности, здесь. И он же ведет вот этот курс по русской демонологии. Это же просто что-то из «Вечеров на хуторе», да? Ну, рисунок, по всей видимости, да, но можно посмотреть, там перечислены, по-моему, основные сюжеты, которые он... Ну, то есть это литературная демонология, это не про Бабу-Ягу, а про литературную демонологию. То есть, может быть, с Лермонтова, там, с демона начиная, и до там, советской. Вот. Ну, привлекательно, студенты идут, у него как раз переполненные курсы, то есть вот там есть максимальное сечение, не знаю, у него сколько, ну, допустим, 35 человек, а у него заполнено. Это вообще для маленького колледжа... Вот. А вот почему кому-то может быть интересно изучать нечисть советской Москвы или вечеров на хуторе близ Диканьки? Ну, это может быть просто интересно. То есть ведь колледжи, вот эти liberal arts, да, колледжи, они построены на том, чтобы показать студентам, что учиться интересно. То есть первое, вот приходят студенты, многие из них еще не знают, кем они хотят быть. То есть вот Liberal Arts College – это как раз место, где они за 4 года смогут еще додумать, что им более интересно. Вот. И поэтому здесь, ну да, почему? Сказки интересны, демонология интересна. Или там вот «Заклятые друзья», как у меня, эти Фрейнемис, тоже кому-то интересно. То есть люди идут сначала просто послушать, а что вообще там внутри. А уже вот на самом курсе преподаватель рассказывает, как устроено, не знаю, исследование наук или какая-то область, не знаю, жизни или природы.
И вот кому-то это становится еще более глубоко интересно, они записываются уже на более, там, не знаю, более научные, более продвинутые, серьезные курсы. Вот, кому-то нет, кому-то вот оказывается, ну, послушал один курс для общего развития, для общего образования и ушел. Но вообще говоря, так и устроено образование. То есть образование должно еще сначала привлечь людей. Как еще? Как человек выбирает свою профессию? Вот. Ну, то есть поощрять любопытство, да? Поощрять, да, любопытство, на нем выстраивают и поощряют это любопытство. А на этом как бы учиться должно быть интересно, иначе толку мало. Ну вот смотрите, когда-то русский язык рекламировали русскими писателями, великой русской литературой, а в последнее время, что к России привлекает внимание, вот этот плакатик, которым призывают студентов начать изучать русский язык. Хотите понимать, что написано на антивоенном плакате русского протестующего, и вот изучайте русский, элементарный русский. Вот это да. Вот такой. А это традиция, я правильно понимаю, что здесь все преподаватели, свои кафедры, они рекламируют? Многие, да, не все, но многие рекламируют. Ну, тут есть объявления какие-то общие университетские и какие-то объявления развешенные вот для студентов. Группа антикапиталистов? Такое тоже вот, да. Свободные есть. радикалы? Очевидно, среди студентов есть, то есть всякие группы. А прям, ну, слово «радикал» тоже никого не смущает? Нет. Почему? Ну, фри-радикалы — это, конечно, игра слов, как мы понимаем, но да. Окей. Там тоже еще да, плакат, там еще есть другой, да, подойдем. Здесь еще один вариант. Он уже говорит о том, что ты будешь востребованным, изучая русский. Почему? А потому что американское правительство рассматривает русский язык, критический язык, и спонсирует его изучение. То есть это очевидно, что для американского правительства Россия снова стала угрозой, и вот, пожалуйста, ты можешь изучать критический, русский. как точнее перевести? Ну, critical language, важный, наверное, здесь. В этом контексте видимо, критически важный, да. Критически важный язык, да, который нужен американскому правительству. Вот, пожалуйста, еще один повод изучать русский язык. Правильно я понимаю, что преподаватели заинтересованы в том, чтобы студентов было больше? Конечно. И в этом есть рациональная экономическая заинтересованность, не только для самореализации, самоудовлетворения. Во-первых, преподавателям надо, чтобы курсы продолжались, очевидно. Если никто не будет записываться, то не будет места у преподавателя. То есть это правда так. Тем более на первый курс записывается всегда чуть больше, чем остается ко второму. Не все продолжают, а к третьему еще меньше. Поэтому всегда преподавателям важно, чтобы начинало изучать язык много людей. Но чем больше, тем в идеале лучше. Кто такой Збигнев Бжезинский, которого так часто вспоминает российская пропаганда? И правда ли, что он всю свою жизнь желал СССР и России всего плохого? Бжезинский, да, его произносят. Да. Может, поляки и Бжезинский произносят, но у нас его традиционно называли Бжезинским. Это, да, один из политических советников и профессоров американских, который занимался тем, что у нас советология называлась тогда, был советником по национальной безопасности в администрации Джимми Картера. Действительно, его многие выступления были очень такими... понятно, что антисоветскими, как и все, но вот некоторые его уже критики, и здесь в США, и тем более в Советском Союзе, считали, что он не просто Советский Союз, а вообще все российское, русское ненавидит, потому что поляк. Это такое легкое объяснение. Я, на самом деле, один раз его слушал, это было, кажется, в 2012 году, и то, что он говорил, мне совершенно не казалось антироссийским. То есть слушай, живьем. Живьем, да. То есть он как на каком-то мероприятии в Вашингтоне, он выступал про Россию, и, в общем-то, я бы сказал, что там был даже умеренный оптимизм, и вовсе ничего такого, что можно найти в его книгах, и что ему приписывается, в этом выступлении не было. Поэтому я думаю, что у него был более широкий взгляд. Но когда он был советником по национальной безопасности, да, он был одним из тех, кто похоронил разрядку международной напряженности. То есть разрядка, которая до этого почти 10 лет привела к большим взаимным шагам навстречу, к заключению договоров об ограничении вооружений, каким-то культурным совместным программам, она прекратила свое существование, когда советником по национальной безопасности США был Збигнев Бжезинский. Говорят, что виноват Советский Союз в закате разрядки из-за того, что вторгся в Афганистан. Но вообще говоря, уже к моменту вторжения в Афганистан разрядка уже, в общем, буксовала, и это началось раньше. Это началось с приходом Картера и по целому ряду причин. Мы знаем, что Бжезинский советовал Картеру, сейчас это уже не секрет.
И он там советовал, ну, опять, это внутренние проблемы США были. То есть США надо было как-то вылечиться от всеобщей фрустрации после того, как они потерпели поражение во Вьетнаме, провалились в экономический кризис после того, как страны-экспортеры нефти подняли цену, и после Уотергейта. То есть, представляете, в течение там, одного буквально года, там, нескольких месяцев, 3 огромных удара по американскому самолюбию. То есть американцы гордились самой сильной экономикой, лучшей политической системой и самой сильной армией. И все 3 вот, под ударом. Как американцам продолжать думать, что они лучше всех? Надо найти какой-то другой способ. И это совет Бжезинского Картеру был. А давайте во внешнюю политику спроецируем то, чем мы сейчас можем гордиться. Чем можем гордиться? Тем, что наконец-то у нас победило движение за гражданские права. Наконец-то у нас нет сегрегации на юге. Наконец-то мы... И у Картера во внешней политике на первый план вышла проблема с правами человека в Советском Союзе. И как бы, а у вас мы ее решили, а вы нет. Да, мы ее решили, а вы нет. То есть еще его предшественники там не могли эту проблему поднимать в советско-американских отношениях, потому что вполне очевидно, а у вас вообще сегрегация, что вы там, как вы можете нас критиковать, у вас сегрегация на юге. А теперь это позволяет нам все равно смотреть на Советский Союз сверху вниз. И, конечно, какая разрядка. То есть здесь вот это помогает американцам почувствовать себя, что все равно, несмотря на Уотергейт, Вьетнам и прочее, все равно наша страна лучше, чем Советский Союз. Это идея Бжезинского. Ну, она, конечно, нашла у Картера поддержку. Картер такой религиозный человек был, и для него права человека были важны по-настоящему. А Бжезинский здесь вполне такой политический манипулятор, который это сумел использовать. В коридоре, вот в этом прекрасном, вот это портреты, это все бывшие главы... Бывшие президенты, да. Здесь не слово ректор, здесь есть президент. Здесь президент, да. И удивительно, тоже можно историю отследить. Вот портрет последнего, это мужик просто в пиджаке такой очень американский, а первый это вот прям мантии. Мантии до сих пор носят. Это выбор, наверное, художника так его изобразить. Потому что американские колледжи, ну вот мы на улицах видели, вот везде какая-то намеки на готику, все торжественные случаи, ну вот выпуск, например, окончания учебного года или начало учебного года, профессора все приходят в мантиях. Это вот, то есть американское высшее образование, оно все время пытается изобразить из себя средневековье. То есть это тоже интересная такая культурная проблема, почему образование должно выглядеть средневековым. Почему? То есть, вот, у меня ответа нет, мне интересно, что это вот присутствует везде. То есть некоторые колледжи, не знаю, если вы в Еле были, там прямо огромный кампус построенный, как вот средневековое какое-то готическое поселок, да, причем построено это в 1930-е годы все это выстроено. То есть это вот, да, это никакой... Они специально в стиле старины Они строят. специально строят, ну как в Америке какая готика своя. То есть есть, конечно, привезенные, там, миллиардеры вывозили там целые замки из Европы, но это вот построено позже. Но, видимо, вот образование, это, наверное, кстати, к вопросу, помните, вот к вопросу об иерархии, о том, что американское общество всегда демократичным было, а высшее образование – это какое-то создание элит, создание иерархии. А вот средневековое общество, оно ведь по определению иерархично, там вот есть какая-то. Да. И вот эта вот республика или как-то ученых, республика вот, знания высшего, какой-то кастельский там ключ, вот, я не знаю, как у Германа Гессера там, в «Игре в бисер», это вот про образование, да. То есть вот «Игра в бисер» – это очень хорошее, кстати, такое метафорическое изображение высшего образования. Вот она вот находится в том числе и в этих мантиях, и в этих остроконечных шпилях готических, которые должны напомнить студенту, что он вообще-то не в своей жизни, а где-то вот, ну, чуть ли не, знаете, в фэнтези попал, и здесь другие правила. Вот он здесь по ним живет. А вы сказали, что здесь много литературы, вызвавшей ваше удивление. Да, здесь литература на русском языке для студентов, которые изучают язык и литературу. Вот есть книги, которые выходили в Советском Союзе, в России, даже какие-то у меня там оставались на полках в России. А есть книги, вышедшие здесь. И вот, например, на полке у меня стоит, не моя, но в моем кабинете стоит воспоминания Александры Толстой, дочери Льва Толстого, о своем отце. Причем не просто книга, вышедшая здесь в Нью-Йорке, а книга, подписанная подписанная самой ею кому-то из профессоров, который здесь работал в Боудене. Очевидно, раньше. Ну не, вот это раритет. И вот это издательство, да, имени Чехова, Чехова, это такое одно из основных было издателей. Да. Смотрите, какой логотип. Статуя свободы и книжечка. Вы часто рассказываете в своих лекциях, в интервью относительно того, как много из Америки было в России, в Советском Союзе.
Первые железные дороги и пароходы, телеграф и швейная машинка «Зингер», ружье «Берданка», первый разводной мост на Неве, крейсер «Варяг», великие стройки, магнитка, Волгоградский тракторный, Нижегородский автозавод, Днепрогэс. Все это создавалось при участии или под непосредственным руководством американских инженеров, часто по их проектам. И вы же говорили, что американцам очень нравятся страны, которые пользуются их технологиями. Да, почему? Точно. Смотрите, для американцев важно, вообще вот как для нации, понятно, что как отдельно взятого американца можно спросить, он не ответит, но в целом как для политической нации важнейший, наверное, такой объединяющий нацию сюжет, идея — это то, что они пример для всего человечества, модель. Это вот с тех же самых пуритан началось с 17 века, потом менялось. Содержание этого проекта, модели менялось, но представление о том, что они в авангарде человечества, оно важно. Американцам хочется все время себе и другим это доказывать, даже больше себе, чем другим. И для американцев всегда очень важно, когда они видят, или им кажется, что они видят, что какая-то страна начинает что-то у них копировать. Это может быть политические институты, это может быть, когда они приглашают американцев, например, как учителей там, в области технологий или экономики. То есть это всегда подтверждение в глазах американцев, это подтверждение их роли лидеров остального человечества. Поэтому, когда японцы, например, звали американцев в конце 19 века, тоже там помогали им индустриализироваться, то американцы любили очень японцев, там называли их янки Тихого океана. Это потом, через несколько десятков лет, они воевать с ним станут. А тогда, да, именно потому, что американцы вот помогали японцам строить свои там первый флот свой тогдашний после революции Мэйдзи. Вот. И поэтому Россия, которая несколько раз прибегала к американским вот, инженерам, да, американской помощи, она каждый раз в этот период, в тот период, когда американцев признавали за учителей, становилась в глазах американцев там, хорошей страной, которую вот, отношение менялось к лучшему. Это было при Николае Первом, да, вот, когда железная дорога Москва-Петербург строилась. Это было, как интересно, даже при большевиках отношение, в общем, к большевикам плохое, настороженное, но вслед за вот этой волной приглашения американских инженеров в первую пятилетку, вот в великие стройки индустриализации, после этого, за этим последовало признание Советского Союза Соединенными Штатами в 1933 году. То есть это, и там есть связь, отношение лучшее. А есть ли такой фактор, что со страной, которая построена по твоим технологиям, воевать будет проще? Не думаю, что вот так кто-то думал. То есть, вот, ну, наверное, можно в этом направлении подумать, но я сомневаюсь, что это как-то планировалось. Потому что очевидно, что поездки инженеров или... Не-не, я не говорю, что планировалось, а там имелось в виду. Кем имелось в виду? То есть военные... Ну, я думаю, что военное планирование вероятной войны с Советским Союзом — это только холодная война. А многое, о чем мы говорим, случилось гораздо раньше, когда никакой войны даже теоретически представить было невозможно между там, США и Россией, да, Российской империей, даже Советской Россией. Вот. Это только холодная война. Во время холодной войны как раз инженерных поставок стало меньше. Просто холодная война не давала, то есть появились запреты, санкции, да. И как раз в это время из США в Советский Союз гораздо больше там, не знаю, шпионы вывозили. Да, как там Путин сказал, цап-царап, пускай разработают, а мы у них цап-царап, это же про Америку. Вот, то есть чем приглашать и платить инженерам. Но идея та же, что США — это источник, поставщик новых технологий, новых идей. Но если бы планировалось, ну, условно, тогда, наверное, американцы должны были и в холодную войну продавать, пожалуйста, покупайте, но нет, такого не было. Как США помогла Советскому Союзу во время голода? Был ужасный голод чаще всего говорят в Поволжье было, но Южный Урал, Южная Россия, даже включая и вот часть Украины, были охвачены огромным голодом. Ну, понятно, что там перед этим была мировая война, гражданская война, огромное количество населения либо было убито, либо там выбыло, в общем-то, из производства. Потом вот эксперименты советской власти с продразверсткой, и плюс там пара лет неурожая, и все. И начался массовый голод. То есть просто все запасы, до которых можно было жить, исчезли. Вот. И начался голод с огромным количеством жертв.
И в этот момент, да, Соединенные Штаты, американская администрация помощи распространила свою деятельность на советскую Россию. Несмотря на то, что вообще-то советская Россия воспринималась как такое исчадие зла. Но Герберт Гувер, который в этот момент возглавлял это, сказал, что там миллионы людей умирают от голода, неважно, какие у них взгляды, надо просто помочь им не умереть. Это было, да, 2 года, 3 почти года работала администрация помощи. Вот мы только что в этом году перевели, наконец, на русский, издали, я там просто научный редактор перевода, самую лучшую книгу о деятельности АРА в России, это американская администрация помощи, Берта Патенода, такая толстая очень книга. Вот, наконец, на русском языке можно прочитать, что они и как делали. Это очень интересно. И еще есть фильм Александра Архангельский сделал, пару лет назад. И ссылка на него будет тоже в описании. Книга толще, база для всего эта книга. Я даже думаю, что и Архангельского. В чем логика? То есть зачем они это делали? Это просто вот такой государственный гуманизм? Американцы ведь помогали голодающим в России и в 1890-е годы. То есть был уже голод не такого масштаба, но тоже достаточно большой в 1892-91-92 годах. И тогда американцы отправляли тоже помощь. И есть даже картина Айвазовского, они тоже гуляют. Моя коллега Виктория Ивановна Журавлева их обнаружила когда-то, опубликовала, и они до сих пор гуляют. И некоторые люди не верят, говорят, что это фейк. Но это правда. Картина Айвазовский. Это Айвазовский, да, это картина «Корабль помощи» и раздача продовольствия, про то, как американцы раздают продовольствие голодающим русским крестьянам. То есть это был не первый раз и не последний. Да. Американцы действительно помогали. Они помогали Европе, то есть американская администрация помощи была создана не для Советской России, она была создана для помощи Западной Европе, для того, чтобы справиться с последствиями Первой мировой войны. То есть первые помогали Бельгии, потом помогали другим регионам Европы, опустошенным войной. И только после уже этого они переориентировали свою помощь на Советскую Россию. Почему они это делали? Наверное, я бы тут опять на другой уровень обобщения вышел, возвращаясь к тому, что для американцев важно то, что они образец для остального мира. Главные в мире. Они главные в мире, да. И, соответственно, они не были главными в XIX веке. Представление себя как главных, у них не было ни военного основания так думать, ни, собственно, политического. Они еще были державой второго разряда, но они уже занимались этой помощью. То есть каким образом можно себя ощутить такой важной страной? Либо в конфронтации с кем-то, кто неправильных ценностей придерживается, как в холодную войну, либо помогая кому-то, помогая остальному миру. И мы видим, как у американцев время от времени начинаются большие кампании «давайте поможем кому-то». Помогать голодающим самое очевидное. Но, и что интересно, часто это совпадает со внутренними кризисами в США, но это более сложная такая тонкая материя. Но например, во время движения за гражданские права, в начале его, когда оно разворачивалось, Джон Кеннеди создал Корпус мира. Это тоже такая организация, которая должна помогать по всему миру и нести одновременно американские ценности какие-то нести. То есть помогать другим странам — это часть американской миссии. Это то, что помогает американцам думать о себе хорошо, так бы я сказал. Думать о себе, смотреть на других. То есть в одном случае, когда американцы везут кому-то свои изобретения, свою экономику, мы учителя, другие ученики. В другом случае мы те, кто кормят, а вы те, кого мы кормим. Это все каждый раз, это взгляд немножко сверху вниз. То есть это помогает американцам о себе думать как о лидерах. Это одна из таких важных частей американской внешней политики. Мы выше, поэтому мы и благотворительность, и неблаготворительность, просто коммерческая помощь все равно сверху вниз. А зачем им важно себя так чувствовать? А как еще объединить страну? Америка по определению страна, созданная из разных, не знаю как, из разных частей, из разных клочков, из разных иммигрантских групп. То есть начиная с того, что первые 13 колоний, когда они... Вообще в Лондоне долго не могли поверить, что колонии вообще могут объединиться ради чего-то. Они были очень разные. То есть Массачусетс и какая-нибудь Северная Каролина или Вирджиния, настолько разные были и по экономическим своим, чем они занимались, и по отношению к рабству, и по отношению к религии. То есть они были гораздо дальше друг от друга, чем они были от Лондона. Они все были ближе к Англии, чем между собой. Оказалось, что объединиться они не смогут.
А потом, значит, на следующем этапе вот остались эти белые англосаксы, а стали приезжать католики. Сначала ирландцы там от голода побежали, потом итальянцы, а потом евреи. А потом стали приезжать вообще какие-то азиаты, которых долго американцы признавать не хотели. Тут были специальные запреты на въезд людей из Восточной Азии. Это очень долго, кстати. Вот. Но все равно эти все люди добавлялись, приезжали. И поэтому главная проблема сквозь всю американскую историю, как всех их объединить в единую нацию. И надо понимать, что в отличие от какой-нибудь европейской нации, говорить, что мы все потомки кого-нибудь, что вот у нас есть общая история, которая нас объединяет, здесь невозможно, потому что у них нет общей истории. То есть можно говорить человеку, что мы все здесь вот потомки там, первых переселенцев на Мейфлауре, которые приплыли, или там все потомки отцов-основателей, но это же неправда. Потому что человек знает, что его семья, да, вот его приехал, его папа приехал, или его дедушка приехал там, 50 лет назад. Да, никакая это не их история. Даже гражданская война и рабство – это не история большого количества даже афроамериканцев. Для афроамериканцев, в общем, совсем не все афроамериканцы потомки рабов. Многие приехали из Африки гораздо позже, но позже, чем было рабство. То есть как их всех соединять, как их всех держать воедино? Вообще есть только два способа объединять. Вот прошлое, либо внешнее что-то. Либо мы не они, мы другие. То есть иногда говорят, что это про идеалы. Наши идеалы отличаются от идеалов всех других. Но это все равно объединение через сравнение себя с кем-то. Это все используют. И в России, когда политики говорят о том, кто мы такие, россияне, используется и прошлое, и внешний другой. Но для Америки из-за того, что прошлое подвергается сомнению, или что оно не для всех общее, а вначале для жителей колонии у них прошлое было общее с Англией, а им надо против Англии себя объединить. Соответственно, это совсем не работало. То для Соединенных Штатов всегда очень важно было определение себя по отношению к внешним другим. То есть мы не они, мы не Европа сначала, мы не Англия, мы не Европа, мы не Советский Союз или мы не Россия. То есть нужен какой-то другой, которого можно очень ярко описать как противоположность самим себе. Или кто-то другой, кому мы можем помочь. Мы как нация помогаем слабым, помогаем бедным, помогаем страдающим от диктатур. То есть это очень важная часть для... Опять же, это не внешняя политика, это внутренняя. Она выглядит как внешняя, потому что американцы что-то делают за пределами своей страны. Но это фактически это производная борьбы внутри страны за сохранение единства нации. Это одна из причин того, почему кризис после Холодной войны случился. То есть Холодная война закончилась, большого другого теперь советского нету, с которым надо воевать, и внутри США начались расколы. Началось у Абдайка есть фраза «Кролик успокоился» в последней его многотомном истории кролика. Есть фраза «А какой смысл быть американцем, если холодной войны больше нет?» Холодная война тоже давала последний такой внешний стимул для сохранения единства. То, что мы сейчас наблюдаем, это в каком-то смысле проблема с поиском внешнего другого. Найдут, но пока так. Что вы имеете в виду под что мы сейчас наблюдаем? Раскол мы наблюдаем довольно серьезное возвращение расколов, глубины расколов, которых довольно давно не было. Не скажу, что не было никогда. Я думаю, что 60-е годы все-таки были более горячими, чем сейчас. Но мы видим расколы именно по партийной линии. Республиканцы и демократы совсем друг друга отказываются понимать. То есть вокруг, конечно, личности Трампа все. Но Трамп мне кажется, что Трамп это симптом, это внешнее проявление каких-то более глубоких проблем. Это конфликты. В этом году мы видели конфликты по поводу Ближнего Востока на кампусах тут повсюду. То есть они выливаются, они становятся более горячими, чем были раньше. То есть люди готовы очень эмоционально конфликтовать между собой. То есть если послушать, что говорят здравомыслящие люди про политику, я знаю, у меня довольно много друзей, приятелей, знакомых американских и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Я их всех уважаю, но когда, например, мои знакомые демократы начинают говорить про Трампа, у них просто срывает крышу, они говорят, что это И наоборот, когда мои знакомые республиканцы начинают говорить про демократов, они их уводят. Стреляют в воздух. Демократы не стреляют. Республиканцы, да, как раз могут стрелять. У меня нет людей с оружием, но республиканцы есть среди знакомых. Это, то есть, взаимное непонимание прямо очень эмоциональное происходит. И вы связываете это с окончанием Холодной войны? И с этим тоже, да. Всегда у любого кризиса причин много, но это одна из таких
я бы сказал, больших структурных причин того, что внутри страны усилился раскол. То есть перестала действовать вот эта внешняя скрепа, да, то есть то, что соединяло американцев воедино. Перестала действовать, и, значит, внутри стало... То есть посмотрите, что, какие символические вещи появились. Слово «социализм» перестало быть табуированным. Берни Сандерс, да, и вполне себе социалистом готов называть. Появились там конгрессмены, которые это слово используют. Не было такого, невозможно себе представить. Флаг американский стало можно сжигать, да, Верховный суд в 1989 году разрешил. То есть какие-то вещи символически Давайте важные. остановимся здесь. Да, американский флаг раньше, если ты сжигаешь, это уголовка. Но это было преступлением, то есть, да, это было... Сейчас это можно сделать, Верховный суд это признал свободой слова. Так. То есть сжигание флага — это невербальная свобода, свобода невербального слова, да, то есть можно заявлять свои какие-то... Таким образом заявлять о своих взглядах, пожалуйста, можно. До 1989 года было нельзя. И, кстати, когда Верховный суд это решение принял, это решение Верховного суда осудил и тогдашний президент Буш-старший, и Конгресс даже тут же собрался, принял закон, хотел поправку внести о запрете, значит, надругательства над флагом. Поправка не прошла. Закон они приняли, Верховный суд этот закон, в общем, снова признал неконституционным. То есть нет. Суд принял решение, а президент ничего не смог сделать. Да, Конгресс ничего и президент ничего не смогли сделать. Но Верховный суд так работает, да, это есть у него. Здесь так полномочия, работает. Да. Вы сказали по поводу того, что для США очень важно кому-то помогать за пределами США. Почему США так часто ввязывается или устраивает войны в тысячах, десятках тысяч километров от себя? Ну, частично это вот разновидность помощи, да, то есть глядя из американскими глазами, это, ну, вот война во Вьетнаме — это помощь союзнику против коммунизма, который наступает, да, то есть это также тоже выглядело. Вот. Почему? Ну, конечно, опять же, причина не одна, это такая политическая, это так, как можно оформить это. Вот, понимаете, то есть, конечно, есть интересы, то есть я не могу сказать, что все это уходит вот только на уровень дискурса, как сейчас говорят. Конечно, есть интересы, и там, есть военно-промышленный комплекс, никуда он не делся, есть интересы нефтяных компаний, про это очень много пишут и говорят, и они правда есть. Есть интересы, которые требуют каких-то там вот присутствия где-то. Американские экономические интересы давят на политиков, которые чего-то хотят защитить, какие-то американские интересы таким образом. Но для того, чтобы вот эти интересы преобразовать в политикам в целом надо оформить это как какую-то очередную борьбу за свободу. Потому что просто вот объявить, что американцы пошли куда-то воевать, потому что там нефтяные скважины, или потому что там вот это не сработает. Это американский народ, что называется, не поймет. А надо, чтобы он понял. То есть надо, чтобы избиратели не протестовали, или чтобы они поддержали такие решения. И поэтому любая война внутри Америки переформулируется как война за свободу, как война за американские ценности, как война против... И это очень важно, потому что не всегда, не любой конфликт можно так переформулировать, и тогда американская политика пробуксовывает. То есть это важно. Но это же неправда. Или не всегда правда? Это часть правды. Это часть правды, то есть, глазами американцев это так и есть, да, глазами американских политиков. Вот. Это не то, что тебя обманывают. Да. То есть американцы считают. Другое дело, что глазами других стран, куда они пришли, это может выглядеть совсем не так. Ну или глазами критиков внутри страны. Да, и тут тоже критикуют. Это есть всегда оппозиция, которая считает, что это лицемерие где-то. Но вот у американцев прошито в этом дискурсе вот то, что все, что они делают, они на правой стороне истории. Вот это важно. Многие очень говорят, мы на правой стороне истории, вот Америка. И поэтому что бы ни случилось, американцы выступают с точки зрения правой стороны. Давайте один кейс разберем, например. Война в Ираке. Угу. Для начала, ваше отношение к тому, что США ее устроил, туда вошел, и под каким предлогом это сделал? Мое отношение это как отрицательное. Кому интересно мое отношение в этом смысле, да, потому что, вообще говоря, война в Ираке одна из самых неудачных, и вот их даже европейские союзники ведь не поддержали тогда американцев, то есть это такая история. Ну и мы видим, да, что в результате там не демократия наступила, а вот такое дикое поле, что... Что ИГИЛ появился. Да, что ИГИЛ появился, то есть очевидно, что сработало не так, как хотелось бы, наверное, всем. Вот. И в этом смысле, конечно, отношение может быть только отрицательное. Это один из примеров того, как
американский вот этот взгляд на то, что они могут сделать и должны, в общем, расходится с реальностью на местах. Там же была еще история, как один из первых руководителей американских вот этих оккупационных тогда властей сразу после войны, как его уволили, когда он попытался раскритиковать американский взгляд на то, как можно демократию в Ираке устроить. То есть это история, да, про то, что сами американцы между собой конфликтовали по поводу того, что можно или что нужно делать в Ираке. Вот, да, Ирак — это плохой. Нет, у американцев примеров плохих много. То, что я говорю, это вовсе не защита американского, это вовсе наоборот, это объяснение, объяснение того, почему попытка объяснения того, почему американцы такую внешнюю политику проводят. То есть им важно это подтверждение. То есть, может быть, другим странам было бы лучше, если бы они не пытались туда свободу принести. Но правильно вот я понимаю, что под им, вот в данном случае вы больше имеете в виду элиты, а не население? Я, конечно, я говорю о тех, кто создает, вот, создатели дискурса, извините за слово, но то есть вот людей, которые, это политики, это политические журналисты, это профессора, которые пишут статьи, да, о роли Америки, от философских до политологических статей, да, о том, для чего Америка нужна в мире. То есть это, да, это элита, политическая, культурная, образовательная, научная элита. Это те, кто, ну, собственно, те, кто и создает вот постоянно поддерживаемый разговор об Америке, о ее ценностях. То есть, конечно, очевидно, что это не любой американец с улицы. Вот мы затянем кого-нибудь и спросим. Может быть, он не участвует в создании дискурса, но он его потребляет, потому что, да, это начиная со школы, вот именно так усваивают все американцы свою роль в мире, свое объяснение того, что американцы в мире делают, оно таким образом. Интересно, что критики, в Америке много критиков, да, американской внешней политики, но заметная часть этих, не все, но опять же, заметная часть тех, кто критикует американскую внешнюю политику, они все равно так американоцентричны, что не признают за другими странами, элитами других стран каких-то свои повестки дня. Ну, то есть вот есть люди, которые говорят, что там США правильно продвигала НАТО, потому что вот, ну, есть там аргументация, почему правильно. Есть те, кто говорят, что она продвигала неправильно, потому что из-за того, что продвигали НАТО, вот Россия стала такой, как стала, и стала воевать там, да, вот если бы НАТО не продвигали, этого не было. Но в любом случае, как бы основной, опять, субъект, основной актор, единственный актор — это Америка. То есть все остальные только реагируют на то, что делает Америка. То есть это вот зашито, то есть представить себе, что у условного Путина или у какого-нибудь там, не знаю, Каддафи когда-то или у Ким Чен Ына есть своя повестка дня и свои цели, вот это трудно очень. Ну, опять, есть люди, которые это понимают, но вот массово даже критики американской внешней политики все равно приписывают все, что в мире происходит, американской деятельности. Вот американцы либо хорошо, либо плохо, но это американцы, а все остальные сидят и ждут. Как тогда отвечать на вопрос, хоть от пропагандистов, хоть от родных, почему Америке можно бомбить другие страны, а нам нельзя бомбить Украину? Ну, я думаю, что Америке тоже нельзя бомбить. Вот. Ну, то есть неправильно. Я как бы считаю, что так. Вот, то есть вопрос, здесь есть, вот распространилось очень слово whataboutism, да, то есть вот когда кто-то защищает себя, защищает свою политику, говоря тем, что вот, а вы вот тоже так делали, да, и что это неправильно. У меня к этому whataboutism нет такого отвращения, да, как у многих коллег, потому что в каком-то смысле, если политики одной страны пытаются занять высокую такую моральную позицию, сказать, что вот мы вот высоко моральны, а то, что вы делаете, аморально, при том, что они сами, ну или их предшественники делали что-то похожее, то, конечно, позиция уязвимая. То есть, в вашем представлении, их надо затыкать? То есть, в моем представлении, американцы делали очень много плохого, в общем, даже похожего на то, что делает, ну, всегда есть свои отличия, всегда есть. Вот, то есть в американской истории было что-то такое, чем гордиться нельзя, и что вот... Но в данном случае это не оправдывает. Это просто говорит, что да, Соединенные Штаты не идеальная страна, и она тоже много чего делала плохого. Вот так. Это не оправдывает то, что делает сегодняшнее там, российское государство. Ну, а правильно понимаю, что вот вся эта ситуация, она просто показывает, что мир несправедлив? Ну, такой, знаете, банальность, да. Мир в целом, наверное, несправедлив, но надо стремиться к тому, чтобы он был справедлив. То есть это...
То есть нет, мы я можем имею в виду- каждый пытаться на своем. Я имею в виду просто во внешней политике, ну и в целом в мировой политике, получается, что раз нельзя это предъявить, ну то есть нет, грубо говоря, какой-нибудь ужасная фраза морального камертона или какого-то нравственного стандарта, или хотя бы просто политического стандарта, его в целом не существует. Да, я понял, что я прозвучал так очень релятивистски. Я не хотел бы так вот совсем, что мы совсем все релятивизировали. Потому что некоторые идеалы все-таки есть, да, и к ним стремятся. То есть даже те же Соединенные Штаты, они много чего делают неправильного, но какие-то вещи они в мир принесли, как страна, как общество. То есть вот представить себе мир без Соединенных Штатов, начиная с 18 века до наших дней, наверное, этот мир был бы, я думаю, что был бы хуже. Потому что какие-то идеалы, какое-то при своем присутствии в мире Соединенные Штаты улучшили. Но США совершенно не идеальная страна. И США, в общем, много чего делали. Знаете, у Евтушенко был когда-то, извините за Евтушенко, это моя такая детская... Когда я был подростком, то у меня не было доступа там, к какой-нибудь запрещенной литературе, а Евтушенко был разрешенный, но я его читал как вполне антисоветского автора, как ни странно. Вот у него там было много так про Америку написано, знаете, про Вьетнам у него было сейчас. И бомбы землю бодают, сжигая деревни пламенем. Конечно, в детей попадают, но, в общем-то, путь их правилен. Вот это, в общем-то, путь их правилен, это очень, на самом деле, американская правда. Но Евтушенко, когда писал, он там, я читал это как про Советский Союз написанное. То есть оно вот, ну, очевидно, там игра была эзоповым языком, и критика США, и критика Советского Союза сплавлялись в единое целое. Вот. Но да, то есть Америка принесла в мир и идею свободы, и то, что вообще свобода возможна. То есть никуда это не денется. Даже то, что Америка где-то воюет, это не отменяет того, что она остается таким, ну, если не идеалом, то лучшим воплощением идеи, например, свободы слова. То есть, ну, есть за что здесь критиковать, но вот то, что государство не ограничивает свободу слова, это чисто американское. Даже в европейских странах свободу слова ограничивают. Вот, уж не говоря там про Россию или Восток. А в США нет. Поэтому здесь много, то есть можно сказать такого, или сжечь флаг можно, да, сейчас, или сказать что-то такое, за что можно получить наказание в странах Европейского Союза. Вот. Я считаю, что это правильно, это хорошая новость. США еще принесли, в свое время они принесли идею там, республиканизма современного, демократии представительной. Это все было когда-то новым. Другое дело, что к 21 веку очень много из того, что Америка принесла в мир, уже воспринято и стало не чисто американским. Знаете, как в американском опыте много уникального и полезного, но вот к 21 веку стало полезное уже перестало быть уникальным, а уникальное — это уже в основном что-то такое, что не очень полезно. Вот как-то так бы сказал. То есть уникальное в Америке — это не то, что стоило заимствовать. Вот. Но когда-то это было, да, это было привнесено, и вот это был такой эксперимент, который очень сильно на мир повлиял. То есть вот эксперимент создания Американской Республики. И что-то до сих пор здесь есть. И свобода, и не только свобода слова, свобода предпринимательства. То есть до сих пор же это лучшая страна, наверное, для того, чтобы делать бизнес. Но это вот не мое, я бизнес не делаю, но это, в общем, общее мнение. То есть это действительно вот в этом смысле страна работает. Но внешняя политика, ну, извините, да, вот такая, какая она есть. И эта внешняя политика связана как раз вот с этими длинными, можно сказать, гуманитарными проблемами представления там, создания единой нации. Вот здесь создают нацию так, а в России вот придумывают прошлое, которое вот то, чем занимается Путин. Это примерно в этом смысле странное сравнение, но да, внешняя политика для США — это то, что вот прошлое от Рюрика или там Владимира Святого для российской элиты. Я никогда не видел бурундука, Чипа и Дейла. Ну вот он. Смотрите, какой он. Не догоните. И все, и в доме. И в доме. Я никогда не видел. Полосатый такой же, как они. Спешил на помощь кому-то сейчас. Браунсвик еще известен как место, где была написана одна из важнейших американских книг XIX века «Хижина дяди Тома». Она была написана буквально в этом доме. Да, совершенно верно. Это дом, в котором жил профессор, тогдашний профессор колледжа, Боуден-колледжа, и со своей женой, жена Гарриет Бичер Стоу, профессор Стоу, да, был профессором, а жена его сидела в этом доме, и вот 2 года, 52-й, кажется, 53-й, она занималась тем, что писала эту книгу. И книга действительно стала одной из самых влиятельных книг в американской истории. Ну, во-первых, если верить тому, что это вторая по продаваемости книга XIX века, не считая Библии.
Это книга, которая, как считается, способствовала отмене рабства в США. Да, есть всякие истории о том, как Авраам Линкольн, встретив уже во время войны Гарриет Бичер Стоу, сказал: так это вы та маленькая женщина, которая развязали эту большую войну. То есть как-то переложив на нее ответственность. А это фигура речи или тоже считается, что в том числе благодаря этой книге, из-за этой книги гражданская война началась? Ну, конечно, преувеличение, но книга очень сильно повлияла на мобилизацию антирабских, аболиционистских, как называли, движений в Соединенных Штатах. Она очень сильно способствовала тому, что люди стали видеть в рабстве, те, кто не задумывался над этим, прочитав книгу, стали видеть в рабстве зло, которое надо уничтожить. То есть очень сильно подняла этот градус. И ее действительно тогда ведь очень быстро перевели на русский язык. В России появилось 2 перевода уже в 50-е годы. То есть тоже 1850-е, потому что многие видели в этом метафору крепостного права. То есть в рабстве американском метафору крепостного права и хотели, как бы, публикация книги Гарриет Бичер Стоу была в России антикрепостническим таким жестом. Вот. И огромными тиражами она вышла в Англии, это по другой причине. Англичане считали, что Гарриет Бичер Стоу наконец-то показала всему миру, что Америка — это вовсе не такая вот прогрессивная страна будущего. Англичане очень ревниво к этому относились и говорили: вот они тут выскочки такие. А вот она показала, что на самом деле представляет из себя Америка. В Англии в 50-е годы ее тираж был даже больше, чем в США. Там сотни тысяч экземпляров. Да. Важнейший вопрос: были ли у них рабы? Нет, у них не было рабов, это люди, жившие на севере, и здесь вообще никогда не было. Здесь рабства не было в Мэне, да, и это еще сначала в Массачусетсе, потом в Мэне. У них рабов не было. Южане, которые защищали рабство, понятно, они атаковали потом книгу, пытались как бы ее сбить, этот накал, и сбить влияние этой книги, говоря о том, что она же жила на севере, она не понимает, как живут на юге. Она в своем Мэне не представляет себе, как на самом деле живут рабы, как на самом деле выглядит рабство. Плантации, все остальное. Плантация, они находили у нее в книге в этой хижине дяди Тома описание природы, которая вот на самом деле природа Мэна, а вовсе не природа Виргинии, которую или Южных Штатов, которые она описывала. То есть они ловили ее на этих неточностях и говорили: она же ничего не понимает о том, что пишет. Это ее, но все равно это не сработало. И появилась антитомная литература. Появилась целая литература, да, против хижины дяди Тома, то есть попытки южан. Были книги, в которых описывалось, как на самом деле хорошо живут рабы, то есть такие были книги, в которых описывалось, как рабочие на севере живут на самом деле хуже, чем живут рабы на юге. То есть там был такой Фисхью, например, один из идеологов юга, он писал книгу «Каннибалы все», это про север, и про то, что вот как бы один из аргументов хижины дяди Тома и аболиционистов больше, был в том, что люди в свободном труде более эффективно работают, чем рабы. И они это обернули, как бы южане обернули это в свою пользу, говоря: но это означает, что людей свободных больше эксплуатируют, раз они раз они больше производят. Значит, а южане вот такие вот патерналистски помогают своим бедным рабам. То есть это все вот спровоцировано было этой книгой. Огромные, то есть, не только дебаты, а это доходило уже, даже до гражданской войны, это доходило до кровопролития. Там в Канзасе микрогражданская война была. То есть, да, эта книга действительно очень сильно. Она помогла, я бы сказал, определиться большому количеству людей, которые не старались отодвигать вопрос о рабстве на задний план. То есть рабство же было, проблема рабовладения была уже несколько десятилетий, очевидно. Вот. Но как бы благомыслящие, благоразумные американцы старались про это думать меньше, потому что, понятно, что это взрывоопасная тема, давайте мы другие темы будем обсуждать. И тут вот книга заставила просто говорить на эту тему, и вот это самый острый вопрос вышел на первый план. То есть она подключила сомневающихся или эскапистов? В значительной степени это и было ее влияние. Потому что очевидно, да, что те, кто уже был аболиционистами, в книге просто нашли дополнительный аргумент, а вот те, кто старался, давайте мы не будем думать, это опасная тема, аболиционисты ведь старались не слушать. То есть люди, которые боролись за отмену рабства, их даже Конгресс проголосовал в свое время, так называлось, правило Кляпа. То есть Конгресс проголосовал за то, чтобы не рассматривать петиции аболиционистов вообще. То есть, потому что опасные люди, благонамеренные люди не будут слушать этих опасных радикалов, которые... А книга заставила. Мы встречаемся с вами в штате Мэн. Здесь много тысяч лет жили индейцы, и сейчас никого практически от них не осталось. Как давно их не осталось? Тут абинаки в основном племена жили.
Ну, как все восточное побережье, в начале XIX века в основном они были либо истреблены, либо вытеснены дальше. То есть их сначала вытеснили в сторону Великих озер, там был большой договор Гринвильский с индейцами, ну, тех, кто остался еще, кто не вымер от всяких болезней завезенных. Вот. И да, сейчас, конечно, здесь очень большая вот такой обратный. Если вы в колледже заметили, там есть таблички, что мы живем на земле индейцев, там, Абенаки, что надо уважать то, что это приглашают сюда индейцев, вот, которые живут где-то сейчас гораздо дальше на Западе, но приглашают их там каждый год на какие-то мероприятия. То есть в Америке сейчас есть волна вот этого осознания, ну, уже да, поздняя такая вина за то, что сделали с индейцами когда-то. Правильно ли считать то, что сделали с индейцами в США, геноцидом? Слово политически заряженное. В Канаде активисты добились того, что они считают, что там был геноцид. В Соединенных Штатах нет, не добились, хотя активисты это слово используют. А в Канаде, насколько понимаю, на государственном уровне это слово признали по отношению к своим. Вот. Но геноцид — слово 20 века. То есть мы, наверное, можем спроецировать на прошлое и сказать. Но, в общем, такого рода, да, геноциды были, к сожалению, были универсальным явлением, особенно в переселенческом империализме, в колониях. Это было в Австралии, да, это было вот в Северной Америке. То есть вот правильно ли использовать современное слово для обозначения того, что было 200 лет назад? Но, по сути, это оно и было, если мы про суть, а не про слово. Ну, слово «геноцид» определено вот... Знаете, тут надо либо надо использовать его как юриста, и я не юрист, да, то есть вот, потому что это часть этого, да, международного права. Я не готов с точки зрения международного права говорить. Если говорить про то, что это, так сказать, да, массовое истребление там каких-то местных жителей, ну да, это было массовым истреблением. Тут не... А как сейчас живут индейцы? У них резервации или они растворились в нации? Значительная часть живет в резервациях, да. То есть значительная часть резервации, правда, сейчас более... Ну, то есть когда-то это таким было, не знаю, гетто, не гетто, но то есть это резервация звучала как что-то плохое. Сейчас там у них большие есть налоговые льготы. Мы знаем, что в резервациях где-то там был разрешенный горный бизнес, в каких-то резервациях даже нефть нашли. То есть значительная часть живет в резервациях, да. Вот. Хотя все равно там живут они достаточно бедно. Вот, проезжал я там по Аризоне через резервацию. Это, правда, они называют это землей там, нации местных, Навахо, кажется, да. То есть, ну, вообще видно даже вот как бы из окна, проезжая, глядя на постройки вдоль дорог, видно, что там достаточно бедная жизнь. Вот. Интеграция в белое общество происходит, но не массовая все равно. То есть все равно есть какая-то граница между вот белым населением и этими коренными американцами. Кто-то интегрируется, но это скорее вот исключение, чем правило. Здесь были активисты, было такое движение американских индейцев, они захватывали даже город, было в 70-е годы. Вот, городок такой Вундетни, символически важный в истории взаимоотношений. В общем, относительно недавно американцы вдруг начали переосмысливать свою историю отношений с индейцами. Это вот буквально уже на нашей жизни происходило. Вот таким одним из символических таких, важных символических моментов был выход фильма «Танцующий с волками», да, кажется, был с Кевином Кёстнером. Это же фильм как 80-й год, то есть это вот совсем недавно. И это вызвало очень серьезные тут дебаты, потому что это фильм, в котором индейцев изобразили как положительных героев. Это вот совсем недавно это вызвало. И были критики, говорили, да он там Сиу показывал как положительных людей, да они же кровожадные там дикари. Это 1980-е годы, это вот совсем недавно. То есть в этом смысле отношение к индейцам, конечно, это очень трудно было пересилить многовековую традицию смотреть на индейцев как на угрозу, как на врагов. И вот это буквально действительно последнее поколение только переосмысливает. Американцы понимали, почему они угроза? Ну, то есть логическая цепочка, что в целом они же пришли на их землю, вот, и выдавили их, и понятно, что они будут на них обозлены. Она не работала? Ну, я так понимаю, что люди, когда просто уже живут здесь, и на них кто-то нападает, они не думают о том, что, ну, вот вина тут историческая, что там... Это даже не про вину, а про осознание. Логику. Логика в то время, когда это было очень острое, логика была другой. Мы, приехавшие носители правильной религии, мы христиане, мы белые, это дикари.
а это дикари, которые вот нападают, не понимают правильного, значит, слова Божьего не понимают и вообще ведут себя. И расизма здесь было много, конечно. Расизм выстраивался не только по отношению к черным, но и к индейцам, да, это тоже низшая раса, как с точки зрения. И это очень долго тут расизм, но до середины 20 века, да, собственно, вот, сегрегация когда ликвидирована была, в 60-е годы юридически. То есть это все на жизнь. Вот 60-е годы это недавно. Это вот, ну, я родился в 60-е годы, а это вот еще здесь в полный рост было. То есть страна на самом деле очень меняется быстро, но только вот последние десятилетия. Это все недавно. Это все очень недавно, в историческом масштабе вообще какой-то кусочек. А к индейцам у нас, вот мы все время удивляемся, просто отношение европейцев и россиян, в том числе к индейцам, по-другому складывалось. Тут начиная с, знаете, благородного дикаря Жана-Жака Руссо. То есть индейцев воображали, как Жан-Жак Руссо воображал этих благородных дикарей. Вот люди, не испорченные цивилизацией. Поэтому с 18 века в Европе идеализировали индейцев, видели в них этих благородных, а в Америке ничего подобного не было. Здесь это, прежде всего, тут с тебя может скальп снять, и классические вестерны фильмы, это везде хорошие, белые и плохие, нападающие на них, там эти краснокожие, это вот все 50-е, 60-е годы, это еще доминировал взгляд на индейцев такой. И только-только вот буквально последнее поколение вдруг начало там вот, да, испытывать вину историческую, но не современники. Это вину испытывают дети, внуки, правнуки тех, кто когда-то воевал. В России рабство отменили чуть раньше, чем в США. Да. Есть ли в этом связь? Повлияла ли Россия? В России отменили, да, в феврале 1961 года, а в Соединенных Штатах Линкольн свою эмансипацию объявил, эмансипацию рабов с января 1963 года, а окончательно рабство ликвидировали только после Гражданской войны, когда поправки приняли к Конституции, там 14-я поправка, и, то есть 66-й даже уже год, то есть это было позже. Два общества друг на друга смотрели, то есть еще когда рабство и крепостное право существовало, и защитники, и критики использовали пример другого для того, чтобы вот свои отстоять какие-то позиции. Защитники говорили, не мы одни, смотрите, там тоже и хорошо живут, а противники, ну, вот, использовали, читали лекции, переводили там «Хижину дяди Тома», и в России объясняли, смотрите, как ужасно, у нас же то же самое. Вот. И в Америке рассказывали про рабство, про крепостное право в России, имея в виду как бы критику своих. Вот, установлений. А повлияло ли... Ну, я не могу сказать, что это было прямо одно из другого вытекало, но когда Линкольн принял решение, что надо все-таки отменять рабство, не сразу, гражданская война не с этого началась, там 2 года шла уже к этому моменту. Когда он таки вот созрел, да, принял до этого решения, то он попросил бывшего поверенного в делах Соединенных Штатов в России, только что вернулся такой Байер Тейлор, просил поездить по Соединенным Штатам и почитать лекции про отмену крепостного права в России. То есть Линкольн использовал это как пропаганду своего решения. Мягкая сила такая. Да, ну, мягкая сила. Или мягкая? Ну, это один из случаев, то есть чаще бывало в нашей истории, что Россия что-то у Америки заимствовала, но несколько примеров, и это вот, наверное, самые яркие, когда американцы действительно признали, что Россия сделала что-то раньше и постаралась использовать это в качестве пропаганды того, что нам тоже это надо сделать. То есть не могу сказать, что это прямо вот зависимость потому, что Россия отменила, но под влиянием, с оглядкой. С использованием этого примера как аргумента. От юридического до фактического искоренения рабства в России много лет прошло. То есть, это, по сути, де-факто это же не значило, что люди становились свободными. А как в Штатах было? Ну, люди становились свободными лично, да. Возникала проблема с тем, что земля оставалась в основном как бы господской, и поэтому они все равно оставались зависимыми, но лично, да, их перестали, там нельзя было продать души, и человек, в принципе, мог бросить и уйти в город, и что и происходило. В Америке в этом смысле похоже, то есть в Америке даже еще хуже, потому что в Америке рабам бывшим никакой вообще земли не дали, то есть они просто вот лично свободными стали, а как бы источников существования у них не было, и поэтому они тоже продолжали работать на тех же плантациях, на тех же хозяев, но уже как бы как лично свободные люди, но по контракту. И это здесь тоже очень долго тянулось, и в общем, в этом смысле аналогичная была история, хотя, например, там, не знаю, Ленин через 50 лет, в 1913 году, написал короткую на полстранички заметку под названием «Русские и негры», где говорил, что вот поскольку негров освободила гражданская война насильственная, а, значит, русских крепостных освободил царь,
то вот американские негры сейчас более свободны, чем наши, потому что война... Он был неправ. Потому что боролись? Потому что якобы боролись. То есть, Ленин в это время боролся, отстаивал идею насильственной революции как лучшего пути к свободе. И его американский пример ему казался примером такого насильственного пути. Он ошибался во всем, что касалось Америки, но он пытался этот пример использовать. А вообще тут интересный вопрос, вот говоря о сегодняшних проблемах. Смотрите, американцы продолжают говорить о своем расколе. Здесь расовый вопрос все равно один из самых болезненных до сих пор. Как вот наследие рабства и наследие того, что было там до 1860, до гражданской войны. Или то, как с ней справились после гражданской войны, как плохо справились с последствиями. А в России крепостное право практически ушло. У нас были трагедии 20 века. Какое, казалось бы, крепостное право? Но иногда смотришь на то, что описывают и как описывают расколы американского общества по расовому вопросу, и я вижу буквально параллель с некоторыми расколами в России. То есть у нас тоже наследие крепостного права есть, оно влияет, как мне представляется, на какие-то сегодняшние расколы в России, но не осознается как связанный с крепостным правом. Например? Например, часть нашей интеллигенции считает, что народ у нас неправильный, ему нельзя давать голосовать. Это очень, на самом деле, прямая... не встречали такого? Очень много. Среди людей, которых я считаю маргиналами. Я не скажу, что маргиналами. Значительная часть интеллигенции, к сожалению, во всяком случае, моего фейсбучного пузыря, они как-то в той или другой форме, они не всегда это прям так проговаривают, но смысл такой, что народ неправильный, и если ему дать проголосовать, то изберут фашистов, или это давно уже не первый раз появилось. Просто почистить ленту. Может быть, ленту надо почистить. Это довольно... Если это не звучало сегрегационно, это гигиена социальная называется. У меня в ленте много кто есть, у меня есть, и путинцы там, правда, они перестали писать в последнее время, но это не в этом дело, не в ленте. Это, вообще говоря, это довольно распространено. Это такая гершензонщина, знаете. В вехах был Гершензон, который говорил, что наша государственная власть единственная, кто может защитить нас от народа. И это то, что делали народники, когда хождение в народ, это очень похоже на попытки в конце 19 века американцев как-то поднять уровень черного населения, подтянуть. Это все равно потом стало восприниматься как покровительственное по отношению к черным, неправильное. Здесь есть какие-то структурные вещи устройства общества, которые то, что у нас воспринимается как чисто классовая проблема или разделение. Здесь оно просто воспринимается как расовое. Они используют в описании расовое деление. Но если мы посмотрим на российское общество, в котором есть все равно классовые какие-то черты, то то, как у нас описывается, условно, низший класс, как там фильм-то был недавно про казанских братков, «Слово пацана». Это примерно про людей, которые здесь бы это было, аналогичный фильм можно было бы снять про какие-нибудь расовые волнения, или про людей, которые там в пригородах живут. Было бы очень похоже на самом деле. Очень похоже, это не ментальность, не люблю этого слова, но это очень похожие социальные рамки, внутри которых люди растут. И это наследие крепостного права можно увидеть в этом наследии крепостного права, так же, как американцы видят в этом наследие своего рабства. Но как? Ведь смотрите, интеллигенция же, та, которая в Фейсбуке пишет часто совершенную ерунду, несмотря на большое количество образования, и на хорошее образование и большое количество прочитанных книг, ведь они же приобрели это не по классовому принципу. Многие из них стали причастны к интеллигенции благодаря Советскому Союзу, где все-таки социальные лифты существовали, и они вполне могли быть потомками крестьян, но благодаря советской системе, которая тоталитарное ужасное государство, но все-таки какие-то лифты настроила, в том числе в бесплатном образовании, они смогли стать интеллигенцией просто потому, что получили образование. И то есть у них нигде, они, грубо говоря, они потомки тех, кого продавали, те, кого называли душами. Да. Поэтому при этом они занимают сейчас позицию, говоря о том, что люди, что массы поддерживают Путина, что я считаю не совсем точно, или что массы у нас неправильно. По поводу бессмертного полка были люди не понимали бессмертный полк и говорили, что это все... То есть 10 миллионов человек выходило на улицу, помните? И говорили что? Говорили, что это все выходит в поддержку Путина, это такая путинская идея. Да, это же прекрасная идея, просто украденная Путиным. Я про это много писал на самом деле, то есть это восприятие отторжения того, что идет не от этой рафинированной части интеллигенции, а откуда-то снизу, оно очень распространено. То есть какой-то боязнь, страх перед массовым движением существует. И он похож. То есть
Я не говорю, что вся интеллигенция такая, но в той мере, в какой она такая, она напоминает расколы американские по расовому признаку, хотя, конечно, никто сам так этого не рефлексирует, не признает, да. Вы за всеобщее избирательное право? Да. Давайте чуть поговорим про выборы в США. Объясните непосвященному человеку максимально коротко, вот максимально, как голосуют люди на выборах президента. Ну, здесь система, которую многие критикуют, система двухступенчатая, как мы знаем, и выборы президента должны, по задумке тех, кто ее когда-то придумывал, должны учесть две разные, хотя и зависимые друг от друга, воля как бы народа в целом и отдельно волю отдельных штатов. Вот для этого есть двухступенчатая система, поэтому люди голосуют за президента, то есть общее каждый гражданин США, каждый гражданин США, ну, надо зарегистрироваться, там, тут не просто прийти, но за месяц надо где-то заполнить документы, что ты зарегистрированный избиратель. И в день голосования, это первый вторник после первого понедельника ноября всегда, это формулировка из Конституции, да, то есть первый вторник, если это не 1 ноября, то есть первый вторник после первого понедельника ноября, приходят на избирательный участок, голосуют. А голоса подсчитываются таким образом, подсчитываются внутри штата, голоса отданы, значит, внутри штата. А потом каждый штат делегирует вот некоторое количество выборщиков для вот создания этого второго как бы уровня процесса, которые, в общем-то, избирают президента. То есть вот второй уровень — это и выборщики. От каждого количества выборщиков от каждого штата равно количеству законодателей от этого штата. То есть количество сенаторов, от каждого штата есть 2 сенатора, сенаторов по 2 от любого штата, любого размера. А количество конгрессменов отличается, потому что это в зависимости от населения штата. То есть от больших штатов, там, от Калифорнии там, 50, по-моему, с чем-то, а от там, маленького штата Род-Айленд конгрессмен 1. То есть от Род-Айленда 3 человека попадает выборщиков, а от Калифорнии там 50, забыл точно сейчас число. И эти люди избирают уже, ну, как бы считается, что они избирают президента. Но выборщики должны проголосовать так, как проголосовал весь их штат. Поэтому оказывается, что если в штате там, 90% населения штата отдает голоса за демократов, то, соответственно, все выборщики должны проголосовать за демократов. И не могут по-другому. А если 51%, то тоже все голоса уходят за этого кандидата. То есть 49% отдавших голоса за проигравшего в этом штате кандидата, они просто исчезают, они не учитываются. Уточнение. То есть от Калифорнии, допустим, в Калифорнии побеждают демократы, оттуда условно 50 выборщиков, они не могут, ни один из них не может проголосовать за республиканцев. Были случаи, как так называемых неверных выборщиков. Некоторые штаты сейчас ввели для этого наказания, запреты, но вообще теоретически человек вот может прийти и проголосовать не так, как его штат потребовал. Но это исключение, скорее исключение, потому что туда избирают обычно активистов партии, которая победила. То есть, было вот, когда избрали в 2016 году Трампа, то были ожидания, что кто-нибудь, дескать, Трамп такой плохой, кто-нибудь проголосует из выборщиков против. Были немножко, кажется, 1 или 2 человека, кто не отдал, должен был отдать голос за Трампа, но не отдал. Но что интересно, больше людей на тех выборах, выборщиков, не отдали свой голос за Хиллари Клинтон, хотя должны были. То есть и кто-то вписал там от руки из выборщиков своих других кандидатов, там, в том числе какую-то активистку и индианку. Но ни разу вот эти неверные выборщики не изменили результата. То есть ни разу не было такого, чтобы они изменили вот то, что было бы, того результата, который был бы, если бы они правильно отдали голоса. Выборщики голосуют. Выборщики голосуют. И считают голоса. В декабре, да. Но голоса считают... То есть голоса, понятно, становятся понятными в день общих выборов. Потому что становится понятно, в каком штате кто победил, и дальше просто арифметика. Арифметика, сколько выборщиков от какой партии попадает на коллегию выборщиков. То есть то, что происходит на коллегии выборщиков на втором этапе, это скорее формальность. Это такая К тому моменту традиция. Президент Америки уже известен. К тому моменту президент известен. То есть даже вот эти надежды, что вдруг кто-то из выборщиков отдаст голоса за другого, не было такого, чтобы это изменило результат. Вот. То есть это есть, правда, 2 штата, насколько я помню, в которых изменили конституции штатов и стали делить своих выборщиков. Кстати, мы находимся в одном из таких штатов. В Мэне не все голоса уходят одному победителю. В Мэне делят голоса.
То есть голоса выборщиков штата Мэн могут поделиться, и тут есть кто-то один, кто там будет за республиканцев, а остальные за демократов. Такое здесь бывает. Второй штат, если я правильно помню, Небраска, где тоже стали делить. Во всех остальных штатах вот так. В результате получается что? Получается, что есть штаты, в которых, что бы ни делали республиканцы, победят всегда демократы. Есть штаты, что бы ни делали демократы, победят республиканцы. Ну, то есть, условно, соотношение сил там 70-30. И вот демократы могут там вот вывернуться там наизнанку и изменить не 70 там, голосов, оставить противникам, а 65, но это максимум, что они могут, да. Поэтому, а есть штаты, где вот голоса колеблются, где там 51 на 49, ну или там 55 на 45. И вот и эти штаты от одних выборов к другим голосуют за разных. То есть вот Массачусетс всегда голосует уже очень давно за демократов. Калифорния голосует за демократов. А штат Пенсильвания, например, может проголосовать за демократов, а может за республиканцев. И поэтому из-за такого устройства политической системы избирательная кампания в основном идет в тех штатах, в которые могут что-то изменить. То есть если вы проедете по штату Массачусетс, то вы не увидите большой агитации за кого-нибудь из кандидатов. Если вы там включите телевизор, там не будет роликов в поддержку кого-нибудь, потому что просто тратить деньги. И так понятно, что там победит демократ. Или в Техасе. Вы будете ехать, и понятно, что в Техасе победят республиканцы. Не будет там вот роликов или... А вот в какой-нибудь в Пенсильвании или там в тех штатах, которые вот, где возможно сдвиг, вот туда будут направлены ресурсы обеих партий. Именно там идет борьба политическая. Я правильно понимаю, что из-за такой системы может случиться, что за избранного президента в итоге математически проголосовало меньше населения Соединенных Штатов? Может, и так случается, несколько раз случалось. Даже уже в этом веке. В 2016 году Трамп получил меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но больше выборщиков, потому что вот как раз из-за такого устройства. До этого то же самое произошло в 2000 году, когда, значит, Джордж Буш-младший выиграл. У него тоже было меньше голосов, чем у его противника, у Альберта Гора. То есть это периодически случается с американской системой. Можно ли такие выборы считать прямой демократией? Ну, вообще, здесь представительная демократия изначально. То есть прямая демократия — это в Афинах была, да, в Древней Греции. А американскую систему называют представительной демократией. Поэтому и Конгресс, Сенат — это представительная демократия. И двухступенчатые, их можно считать демократией. А вот формы демократии разные бывают. Демократически избранные. Вот. По-разному. Это, знаете, это наследие вот того, что Америка когда-то создавалась из штатов. Если присмотреться к американской политической системе, то здесь базовый уровень государства — это не Вашингтон, это штат. Поэтому в разных штатах есть очень разные законы. То есть где-то есть смертная казнь, а где-то нет. Да? То есть штаты отличаются очень сильно. И оказывается, если вы почитать Конституцию, то видно, что федеральное правительство в Вашингтоне, оно может делать только то, что написано в Конституции. То есть их сфера полномочий. Там есть, конечно, то, что юристы называют эластичные полномочия, то есть какие-то вещи, куда они впихивают все новое, что тоже хотят принять к своему рассмотрению, но все равно правительство федеральное ограничено ограничено Конституцией. А с другой стороны, есть муниципальное самоуправление, оно тоже ограничено, у городов есть хартии, так называемые, им хартию дают, и там описано, что может делать город, какие проблемы он решает, какие нет. А вот все остальное делает штат. Ну, то есть, если вдруг возникает какой-то новый вызов, новая проблема, и в Конституции прямо не сказано, что этим занимается федеральное правительство или муниципальное, то этим занимается штат. То есть штат — это базовый элемент американского государства. Это наследие того, что они из 13 колоний возникли, но это вот и выборы президента то же самое. Штат должен влиять на то, кого избирают президентом, отдельные штаты. У нас было большое путешествие в Техас, и общаясь с людьми, я услышал мысль, которая, в общем, очень сильно срезонировала, и у меня возник вопрос, а почему же такого нет? Кто-то, обсуждая предстоящие выборы, сказал, что вот экономически мне нравится программа республиканцев, по социальным вопросам демократов. Как же жаль, что нельзя это соединить, и появился бы третий кандидат, за которого я бы с удовольствием проголосовал. Потому что ни за одного, ни за второго я голосовать сейчас не хочу. Почему в Штатах нет третьей партии? И четвертой, пятой, шестой? Да, отличный вопрос, потому что это действительно одна из таких важных, обсуждаемых даже проблем. Американская двухпартийность, она и американская система мажоритарных выборов, где все получает победитель, да,
она привела к тому, что американские партии сильно отличаются от большинства европейских. То есть европейские политические системы, в любой почти европейской стране видно большое количество разных партий, которые вступают в коалиции. То есть, не знаю, социал-демократы, либералы, зеленые, консерваторы, христианские демократы, там кто-нибудь еще. И избиратели голосуют действительно за тех, кто им ближе всех. То есть они могут найти среди этого количества партий, действительно очень близких. А потом уже эти партии где-нибудь в парламенте вступают в коалиции между собой и там формируют правительство или не могут, или уходят в оппозицию. А в Соединенных Штатах как бы эти коалиции возникают до того, как прошли выборы. То есть демократическая и республиканская партии — это фактически уже коалиции очень разных интересов. То есть внутри республиканской партии есть... И поэтому рядовому избирателю, правда же, это любого спроси американца, и он, конечно, скажет, что я голосую за демократов, но мне не все у них нравится. А другой скажет, я голосую за республиканцев, но мне не все нравится. То есть республиканская партия — это такая коалиция, в которой есть, с одной стороны, религиозные фундаменталисты. Далеко не всем республиканцам это близко. То есть не всем, кто голосует за республиканскую партию, близок республиканский религиозный фундаментализм, но они там. За республиканцев голосуют люди, которые, условный рабочий класс сейчас голосует за них, хотя раньше это было демократическое. За них голосуют предприниматели среднего, малый бизнес и даже и средний бизнес. Очень многие голосуют за республиканцев. А за демократов голосуют, с одной стороны, интеллектуалы, все университетские профессора на 90%. За демократов голосуют меньшинства расовые и этнические в значительной степени. Есть некоторые большие группы, которые за республиканцев, но в основном это демократы. То есть это такая коалиция большая. Коалиции время от времени происходит такой большой передел. Больших кризисов, большой передел избирателей. Так было во времена, как раз президентом был Никсон, это конец 60-х, начало 70-х годов, когда до этого момента демократы ведь были партией Юга. То есть демократы — это партия, которая в свое время рабовладельцы были основными членами демократической партии. Среди демократов традиционно было много южных демократов, которые были вполне сторонниками сегрегации и противниками равных прав черных. Это было еще 50 лет назад, 60 лет назад. Демократы были. А потом произошла большая перегруппировка, партийная перегруппировка, когда республиканцы вдруг начали то, что называлось «большая южная стратегия» при Никсоне, и республиканцы перехватили эти южные голоса. И сейчас они поменялись местами. Сейчас скорее демократы — это партия севера, республиканцы — партия юга, очень условно, но в значительной степени так. Это прямо они поменяли часть избирателей. Но каждая партия — это коалиция. И это действительно создает проблемы. Многие говорят, я бы за этих голосовал, за демократов. Мне нравится, их политика по отношению к образованию, многие скажут, еще что-нибудь. А например, я такое слышал, меня напрягает или мне не очень нравится их отношение к, транссексуалам. Есть такое, Или мне не нравится их отношение к навязыванию каких-то, как считают критики, навязыванию каких-то предметов в школе. И начинается, это мне нравится, поэтому я все равно демократ. И про республиканцев то же самое. Мне нравится это, но мне не нравится их позиция про аборты. Да. И мне нравится их свобода предпринимательства, но мне не нравится. То есть внутри каждой из партий каждая из этих партий уже коалиция. И людям приходится выбирать между коалициями. Им бы хотелось проголосовать за кого-то другого, но приходится выбор делать между двумя. Мажоритарная система — либо то, либо лево, либо право. И это не подлежит реформированию? Речь о реформировании заходит, но очень консервативная страна. То есть работает так. Может быть, не очень хорошо, но если не чини то, что не сломалось. Они не чинят. То есть, хотя, разговоры ведут и про президентские выборы, что хорошо бы поменять, но я не вижу перспектив, что это случится. 200 лет работает, почему бы сейчас менять? Как вы для себя отвечаете на вопрос, остается ли в США сейчас свобода слова?
Остается, конечно. Свобода слова, прежде всего, свобода от политического преследования со стороны государства. То есть Конгресс, первая поправка, Конгресс не должен устанавливать законов, ограничивающих права людей. Это остается. А как бы ограничение свобод, в том числе свободы слова, с точки зрения, не с точки зрения, а с помощью общественного давления, оно здесь очень сильно. Да, оно есть. А вот как само общество это оценивает? Оно не понимает, что это, в общем, тоже большой удар по свободе слова. Под это я имею в виду, когда, в общем, тебя могут отменить за какие-то вещи, там, допустим, не доказанные судом, или за то, что кто-то оскорбится. То есть за очень спорные вещи. Понятно, когда тебя отменяют за преступления и доказанные вещи, там, условно, плохого поведения или преступного поведения, это нет вопросов. Но когда нарушается презумпция невиновности, когда тебя отменяют по каким-то совсем, в общем, спорным причинам, это не атака на свободу слова? Здесь в Америке, конечно, есть люди, которые это называют атакой на свободу слова. Это люди, которые, собственно, вот как раз это значительная часть тех людей, кто выбирает по этой причине, выбирает республиканцев. То есть которым кажется, которые вот не христианские фундаменталисты, которым не нравится республиканская точка зрения по поводу абортов, но вот им кажется, что республиканцы защищают вот такую свободу слова, а демократы поддерживают вот тех, кто на эту свободу слова нападает. То есть это одна из вот таких линий напряжения здесь. То есть нельзя сказать, что общество, вы просто использовали слово «общество» вначале, это такое обобщение, общество-то разное, то есть оно структурировано здесь. И в этом обществе есть силы, давящие вот за культуру отмены, поддерживающие. Есть те, кто пытается ей сопротивляться. То есть здесь внутри это довольно острое. Но нет ли ощущения, что те, кто сопротивляется, проигрывают схватку? В Нет, я не думаю, что проигрывают. Такое было и раньше. Знаете, я вот люблю приводить примеры из моего любимого 19 века, по которому я диссертацию когда-то писал. Да, но там это было то же самое. То есть вот мы говорим, что сейчас проигрывают. Они разве не проигрывали в 1850-е годы, когда аболиционисты, сторонники отмены крепостного права, им даже вот затыкали, там было такое правило кляпа, им просто Конгресс запрещал подавать петиции. Или когда вот... Там такой был Эндрю Диксон Уайт, американский, он потом будет первым президентом Корнельского университета, потом еще послом будет и в России, и в Германии. Но вот молодым человеком он вернулся из России, он был атташе в посольстве, вернулся и стал читать лекции про крепостное право в России. Мы мемуары его можем прочитать, и он там описывает. Я, говорит, читал лекции, а потом ко мне подошел мой друг, аболиционист, и сказал: почему же ты не сказал прямо, что это то же самое, что у нас здесь с рабством? Почему ты вот описывал ужасы крепостного права и не сказал, что это вот... А я, говорит, ему ответил, что если бы я начал здесь сейчас критиковать рабство в Соединенных Штатах, половина аудитории встала и ушла бы. Они не станут меня слушать. Они не станут, потому что это опасное, да. И я поэтому вот... То есть человек использовал фактически тот же самый эзопов язык. То есть в России в это время его коллеги читали лекции про рабство негров, потому что боялись цензуры, потому что критиковать крепостное право просто нельзя, государство запрещает. А здесь государство не запрещает критиковать рабство, но аудитория не готова или не хочет такое слушать. И он использует тот же самый механизм обхода, который в России обход цензуры, а здесь обход вот этой цензуры общественного мнения. Но фактически тот же эзопов язык работает для этого. То есть в Америке получается... Я как-то про это говорил тоже, что в Америке относительно слабое государство, ну то есть вот если смотреть, вот разделить общество на есть индивид, есть какие-то общественные структуры и есть государство. Государство проигрывает. Есть общественные структуры, которые защитят человека, если государство придет за ним. То есть если государство попробует вести цензуру, если государство попытается тебя репрессировать незаконно, то есть общество, которое тебя отобьет. Там есть структуры общественные, которые достаточно сильны, чтобы государству указать там на его место. А вот если тебя само общество начнет цензурировать, то вот тут нет защиты. То государство не поможет. Государство не поможет, да. Ты оказываешься один на один с этим обществом. Это, извините, Пушкин из Пендемонти, помните про это? «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли мне равно». Это же он прочитал Токвиля. Он прочитал токвилевское описание демократии в Америке и ужаснулся. Да здесь все то же самое, только вместо самодержца есть вот это общественное мнение. А в вашем представлении, что хуже, когда тебя пытается цензурировать, а потом репрессировать государство или общество? Оба плохо, но в обществе ты можешь найти себе
кого-то, кто тебя поддержит. То есть, понимаете, а если государство, там один субъект. И если уж он тебя начал преследовать, ты ничего не сделаешь. А общество все-таки сложное, и даже если там в обществе есть мощные силы, которые тебя цензурируют, все равно кто-то найдется, кто готов будет тебя поддержать и кто будет единомышленником. То есть это не идеальный вариант, но другого нет. Он лучше, чем ситуация государственного террора там, или давления. Вы сказали, что в США общество пытается цензурировать людей, государства нет. Но Марк Цукерберг, который признался в том, что власти американские заставляли его вводить цензуру, этот пример говорит об обратном. Я не сказал, что государство не хочет или не пытается этим заниматься. То есть государство есть, конечно, интересы, у бюрократии, которая управляет страной, есть свои интересы, но когда дело доходит до конфликта, то дело идет, есть система там, сдержек, противовесов и юридической защиты, которая может довести до Верховного суда, который, в свою очередь, может государству указать, что оно заигралось. Пример там, с сожжением государственного флага, это же про то, как государство пыталось считать это преступлением, или не считало на протяжении долгого времени, а потом Верховный суд сказал, что нет, не преступление. Государство пытается, ввести цензуру. Но я не знаю, есть история, как история со Сноуденом, она тоже довольно такая. То есть, помните, человек, который там, сбежал и разоблачил какие-то подслушивания американцами там, мировой переписки. То есть это достаточно сложно. Американское государство очень жесткую позицию заняло, там, или по поводу этого Wikileaks в свое время. Тоже очень жесткая позиция государства, которая, конечно, понятна с точки зрения государства, если мы пытаемся на его точку зрения встать, но для общества, в общем, общество пытается себя защищать. И с Цукербергом, смотрите, Цукерберга так, а история Твиттера, она куда-то повела в другую. Не знаю, чем закончится, но когда его Маск купил и объявил, что он-то не будет никакой цензуры вводить, переименовал его в X. Вы хотите сказать, что власти, в случае Цукерберга власти пытались, пытались оказать, пытались цензурировать, но по факту не цензурировали. Я не знаю, цензурировал. Может быть, он и пошел на согласие с властями. Да. Может быть, он и цензурировал так, как хотят власти. Но, в общем, теоретически можно представить, что кто-то другой на его месте, условно, был бы там Маск, не Цукерберг. Пошел бы в суд, и добился бы, что эту цензуру не сняли. То есть тут уже индивидуальный выбор больших предпринимателей. Понятно, что им с государством не всегда хочется спорить, но, в принципе, в США это возможно, и такие истории тоже бывают. Сейчас отношение Штатов и России очень плохое, возможно, чудовищное. И на политическом уровне, и есть подозрение, что и на уровне общественном, бытовом. Может ли это измениться? Может. Мы же смотрим на 200 лет наших отношений, и было разное. Были очень плохие отношения. Была холодная война, причем ее первый этап, конец 40-х, начало 50-х, очень плохое. Менялось, и есть шанс, это не значит, что все гарантированно изменится, но есть шанс, меняются поколения, меняются приоритеты, меняется обстановка, и ситуация может улучшаться. Конечно, сейчас многое гораздо тяжелее, чем в прошлом, в том числе и в отношениях общества, потому что общество... И в России общество такое сильно... В нем есть разочарование в Америке, в том числе среди тех людей, которые когда-то идеализировали США, а потом разочаровались по разным причинам. Потому что американцы не помогли реформам в 90-е, плана Маршалла не сделали, потому что они сейчас не понимают сложность российской ситуации. То есть много разных можно услышать оценок. И тем не менее, это не тупик, я думаю, не окончательный тупик, это все переживается. Мы же видели, например, когда, правда, это было до войны, но тем не менее отношения были уже плохие, но как только наметилась призрачная перспектива улучшения отношений, когда, по-моему, Путин с Трампом встречался в Хельсинки. Ничего из этого не вышло, но был. И был тогда очередной опрос общественного мнения в России про отношение к Соединенным Штатам, и вдруг увидели всплеск хорошего отношения. То есть люди вдруг понадеялись, что мы все-таки вернемся к нормальным отношениям. То есть запрос на возвращение к
хорошим отношениям есть. И у россиян тоже. В общем-то, быть такими мировыми изгоями никому не нравится. Даже люди, которые формально поддерживают то, что происходит в стране, я думаю, с огромной радостью будут приветствовать восстановление, улучшение отношений. Может быть, даже с американской стороны сложнее будет ожидать вот улучшения отношений. Здесь вот больше эта традиция, ну, которая в очередной раз подтверждена была тем, что ну, вот Россия вот такая, как в холодную войну про нее и рассказывали. Вот. Но я и думаю, что и здесь это не тупик. То есть это... Ну, то есть в вашем представлении, если по телевизору прекратят каждый день говорить, что американцы плохие, то все быстро поменяется? Ну, потому что вообще нет, у людей нет самостоятельных представлений о том, что какие-то другие люди плохие. Ну, вот ксенофобия. Тем более американцы, по отношению к которым есть очень много накоплено, очень много позитива. То есть, ну вот исторически, все равно американцы — это нация там, свободы, все равно это никуда не денется, и это россияне, в общем-то, понимают. Хотя вот начинаются оговорки, ну не такая свобода, не совсем свобода, а вот еще культура отмены, но все равно базовое представление это про первую поправку есть. Это нация свободы, там предпринимательство, смотрите, как там люди успешно. Это голливудские фильмы никуда не денутся. Ну то есть все равно в России довольно большой слой представления об Америке, на котором можно выстроить позитив. То есть и как только пропаганда исчезает, этот позитив начинает доминировать. Так всегда было, и так можно ожидать, что и будет. И финальное. В чем сила? У меня нет короткого ответа. Я думаю, что, во-первых, у каждого человека своя опора, своя сила, свое представление о том. Если про себя думать, про меня, то я вот тоже даже не одним, а двумя, наверное, ответами. Во-первых, это способность сказать «нет» тому, кто сильнее тебя. А второе — это способность продолжать что-то делать, когда цель где-то за горизонтом, когда до нее далеко, и когда то, что ты делаешь, кажется бессмысленным. Но вот продолжать это дело очень важно. Вот эти две вещи, я на них опираюсь.